Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы снова здесь с вами, с Юлей. Мы решили обсудить такую большую и больную для всех тему, как поиски себя, потому что нам есть о чем здесь поделиться с вами. А, Мы немножко хотим построить наш подкаст не то чтобы на противопоставлении, но на том, что у нас совершенно разные путя. То есть, если я представляю классический формат человека, который сначала отучился в ВУЗе на программиста, потом неожиданно работал программистом, и снова и оказался, ну, не то чтобы у разбитого корыта, но в какой-то точке, ну, кризис среднего возраста, да, в которой хочется немножко изменить свое направление деятельности, так скажем, что-то передумать и так далее. То есть были достигнуты какие-то определенные результаты, но они спустя время не кажутся чем-то, что является чем-то крутым. А у Юли совершенно другой вайб, другая история. Юля, расскажи нам свой вайб. Здрасте, я содержанка. Все, Начнем с этого. все. Ну, вообще, я всегда удивлялась таким людям, которые вот реально отучились в школе, отучились в университете, пошли работать по специальности и еще и работали там много лет. Что? Для меня это всегда очень что-то странное, и абсолютно в моей жизни все было не так. Потому что я сменила, вот специально перед подкастом посчитала 9 профессий. Ну, конечно, это были не супер разные профессии, то есть не так, что я космонавт, судья, хирург, кто там еще, техник, механик какой-нибудь. Не так, конечно, то есть там были сферы какие-то смежные, схожие между собой, но тем не менее все-таки 9 отдельных профессий в моей жизни было. А мне 33 года, то есть как бы не так, чтобы уж и старая, да, чтобы столько раз менять работу. Но вот так вот получилось. И, как ни странно, я, несмотря на такое разнообразие в своей жизни, тоже оказалась в такой точке, как и ты, кризиса среднего возраста. Вот, собственно, поэтому мы и собрались тут, чтобы порассуждать вообще о поиске себя, вообще, как найти себя, стоит ли себя искать, да, начнем с этого, спойлеры сразу, как вообще понять, чем ты хочешь заниматься. Вот. Хочется поделиться и своими историями, вообще немножечко порассуждать на эту тему, и, может быть, кому-то откликнутся наши рассуждения, может быть, кто-то захочет поделиться в комментариях своим путем, своей какой-то историей. Вот. Ну, мне кажется, во все времена такие вопросы на самом деле стояли. Кто я, что я? Мне кажется, в классике тоже встречаются такие. Кто, кем быть? Пролежал на печи 33 года. Не понял, Это чем Илья хочешь Муромец, заниматься. по-моему. Да. Да. Ну расскажи Да. давай, вот как у тебя вообще так сложилась жизнь? Вот как ты решил, что ты хочешь заниматься программированием? То есть это же вот в старших классах уже надо было делать выбор, да? Там, какой экзамен сдавать? Такой сразу смешок. Какой экзамен сдавать? Куда поступать? Кем ты хочешь заниматься? Как у тебя это было? То есть на тебя давили родители или ты сам это выбрал? Как это произошло? Ну, вообще, если честно, конечно, и не утаивая, то происходило все довольно просто. Просто: «О, Ванька, любишь компы вроде бы? Ну, давай иди на программировай». Тостеры будешь чинить, принтеры Ну, заправлять. ну да, вот на самом деле, типа, я в 16, там, 15 лет, все, что я хотел, это вот у меня влюбленность была, это занимало полностью мои, как бы, все эти, весь мой разум, так скажем, все, тушку мою, все занимал только это. Не было у меня никаких размышлений о том, чем я хочу заниматься, Кто я? кто я, да, или типа того, было полностью пофигу на это. То есть я гамил, там, не знаю, играл в футбол, играл в комп, и вот у меня там влюбленность была. Это все, что мне было интересно. Но так получилось, что надо было куда-то пристроиться, потому что, откровенно говоря, как и многие люди в то время, ну, надо было не попасть в армию. Это была первейшая мотивация. Не было такого, что я такой: так, я хочу в этот вуз, конкретно в этот, я хочу учиться тому-то там. Ну, вообще,
в голове не было никакого представления о том, как дальше. Но просто по инерции, так как я умел, да, действительно с компами возиться, мне это нравилось, и я там какое-то программирование уже было у меня легкое, так скажем. Я пошел, да, вот на программиста. Ну, это не то чтобы даже давление родителей, просто какая-то инерция мышления, да. То есть у меня Как будто еще... очевидный путь был. Ну да, да. То есть тогда еще не было же вот этой какой-то самоосознанности, там, я в контакте с собой, там, типа, иди в жопу. Вот, а была просто, ну, не знаю, ну, в армию Что-то надо неохота. В делать. армию неохота, конечно, давайте вот программировать буду. Мгм. Дальше я попал в ту какой-то контекст, что-то там программировал туда-сюда. Не могу сказать, что мне нравилось, но просто получалось. Вот, просто получалось. Я думаю, это одна из причин, почему вообще какой-то кризис есть у меня конкретно. Я не могу сказать, что это, ну, то, чем я занимался, отвечало отчаянием каким-то моей жизни вообще когда-либо. Я об Мгм. этом на Таиланде задумался впервые, что, ну, я просто по инерции плыл, у меня это Мгм. получалось, и просто по инерции, ну, типа, ну, давай там дальше, да. Но не было вот этого глубинного чувства удовлетворения. Оно Подожди. было, сори, Ага. оно было, знаешь, когда я, допустим, снимал что-то, там, лепил из пластилина вот какие-то мультики, ссылка будет где-то там, вот тогда мне, ну, меня полностью это захватывал этот процесс, у меня не было ощущения, что давай заканчивайся, типа, мне хотелось этим заниматься, так скажем. Я понимал, что никакого отношения к деньгам это не имеет. Это была ошибка. Это была ошибка, потому что Мгм. тогда еще YouTube только-только зарождался, не было такой безумной конкуренции. На самом деле на ниве контент-мейкинга можно было прорваться. Просто, ну, не хватило силенок противостоять инерции сознания. Цитата Джейсона Стэтхэма. Мгм. Вот. Потому что, ну, как-то одно по одному, типа, и все вокруг, я работаю программистом, там все нормально у меня, и ты такой, ну ладно, я тоже программирую, типа, у меня получается, но какого-то такого прямо, вау, я что-то напрограммировал, никогда не было вообще. И математика мне перестала нравиться в 9 классе, потому что в 10-11 у нас была, ну, сейчас можно уже сказать, да, ужасный преподаватель, с моей точки зрения. Она, Здравствуйте. наверное, не посмотрит. Да, Тамара Андреевна, я помню вас, которая абсолютно отшибла всякую любовь к математике, причем, ну, как бы самым грубым образом. Поэтому, ну, мне гуманитарные науки нравились, но, опять же, дома уже была инерция и давление, что, ну, гуманитарии эти сраные, там, на помойке будешь лежать, типа, давай технарством каким-то занимайся. Ну, то есть, по Мгм. сути, это была совокупность Факторов. факторов, да, инерция, то, что получалось, то, что под руками, и плюс еще батя условно говорил, да, кому эти гуманитарии, там, бомжи, Мгм. давай работай на техникам каким-то. Я такой, ну ок. Это мужская работа. Да, ну вот типа того, Было такое, да? да. А вот мне интересно, у тебя вообще не было никаких, ну, фантазий, так скажем, на тему будущего? То есть ты себя не представлял никем? Или какие-то все-таки были, знаешь, такие, ну, Ну, смелые фантазии, так они скажем? сверхабстрактные были, то есть там не было Типа, я конкрет... крутой. Да, то есть не было процесса какого-то, просто я крутой. То есть у меня уже есть деньги каким-то Да, образом. женщины Да, падают, да, да, к да, моим да, ногам. да, да, Там именно так. тачки, Тачки, поместье. срачки, тяночки кругом, путешествия, беззаботная жизнь, вот это все. А все это есть за счет чего, хрен его знает, но просто Мгм. есть. Ну, то есть какой-то конкретной мечты не было. Или Да. вот, например, когда ты мультики делал, у тебя не было такой мысли, что, блин, а вот если бы они стали популярными, и я бы вот этим занимался, вот я был бы счастлив. Не хватило тогда мне рефлексии, так скажем. Мгм. Мне просто нравился процесс, вот реально. То есть это абсолютно была бессмысленная вещь, так скажем. Но она просто нравилась Мгм. искренне. Не было ощущения, что ты что-то, ну, поперек в себя, короче, встаешь. Вот в программировании у меня всегда есть ощущение, особенно сейчас, когда совсем поднадоело, Мгм. ну, что я просто это надо делать, и оно получается. И я такой, типа, ну ок, Мгм. я могу собраться, я взрослый человек. Но просто уже когда, ну, ты слишком долго терпишь, тебя это все запаривает окончательно, заебывает. Вот. И ты, ну, как-то хочешь это поменять, научиться снова получать удовольствие от жизни и так далее. Многие могут возразить, типа там, ну а чё, ты программист, ты устал, выгорел, да, типичная хуйня. Но, возможно, но
про это можно в отдельном подкасте порассуждать. Я вообще считаю, что айтишечка, она почему многих людей вгоняет в выгорание во всякое, потому что оно не в физическом мире находится совсем. Ну, типа, Мгм. все равно человек — это все еще довольно, ну, простой биомеханизм, так скажем, и какие-то вещи физические, реальные, они важны. И когда их Мгм. совсем нет, а айтишка — это именно вещь, где их нет, ну, большая ее часть, не вся, то, ну, потихоньку, полегоньку у тебя, ну, просто крыша едет, да, и все. То есть ты не чувствуешь как-то вовлеченность в реальный мир. Что-то там делаешь, кто-то этим пользуется, ты не знаешь, никто этим пользуется, Мгм. не видишь это в реальном мире даже. Ну, многие из нас так работают, так скажем. Особенно, когда на удаленке еще работаешь. То есть Да. одно дело, если ты в офисе работаешь, ты все равно контактируешь с людьми, Мгм. и это тебе немножечко дает как будто Мгм. вот это вот ощущение, что ты Заземление какое-то. да-да-да, что вы команда, вы Мгм. чем-то вместе занимаетесь, и это дело, возможно, даже действительно имеет какой-то смысл. А когда ты просто сидишь дома, то есть ты проснулся, у тебя такой день сурка получается. Я просто, ну, работала на удаленке, конечно, я занималась копирайтингом, это другое совсем, но тем не менее, мне кажется, все равно работа сама по себе похожа, что ты встал, что-то там кофе попил, бутерброд закинул, сел за комп, посидел за компом, и реально ты вскоре, во-первых, у тебя дом не место для отдыха, а место, где ты и работаешь, и пытаешься отдохнуть, и пытаешься там какими-то хобби заниматься, и ты и с людьми практически не общаешься. Короче, ну, дизлайк. Да, Сомнительно. сомнительное удовольствие, но кому-то, наверное, подходит. Ну да, конечно. Об этом поговорим позже, наверное. Наверное, может быть, посмотрим. Ну, раз уж ты отметила свой опыт копирайтера, можешь рассказать тогда удобный момент для переключения контекста. Это вот поговорить о том, как ты дошла до жизни такой, почему тоже ощущаешь, что что-то не то. Мгм. У меня вообще, вот знаешь, часто, когда люди задаются вопросом, кем я хочу работать, кем мне быть, предлагают такую практику, типа вспомни, кем ты хотел быть в детстве. Кстати, кем ты хотел быть в детстве? Сразу спрошу. Певцом, Певцом? певцом. Ну так все еще впереди. У тебя и голос вон какой приятный. Такая, продолжаю сыпать комплиментиками. Поплыл Ванька. Пока Ванька плывет, я продолжаю. В общем, когда меня спрашивали в детстве, кем я хочу быть, я все время отвечала по-разному. Вот все время. И знаешь, еще в детстве были вот эти вот дневнички, которые мы давали друг другу заполнять, и там тоже обычно была графа, типа, кем я хочу стать. Вот мне сколько раз дневники давали, я всегда писала абсолютно разные вещи. Причем там вещи были вот реально очень разные. То есть я то актрисой хочу быть, то телеведущей, то хирургом, то я патологоанатомом хотела быть. Я реально, ну, у меня была такая эра, знаешь, когда я хотела быть патологоанатомом, и я прям родителям говорила, все, я вот буду в морге работать, класс. У меня сестра хотела тоже как-то. Вот, потом же каким-то археологом, каким-то продавцом, еще, ну, короче, я, мне кажется, вообще всем, кем только можно хотела быть, и кондитером, и ветеринаром. Вот, и поэтому вот мне лично эта практика вообще никак не помогает. И я долгое время, ну, знаешь, так оно идет, и там где-то в начальной школе тебя спрашивают, Юлечка, кем хочешь быть? Ты говоришь, телеведущий. Все таки, о, классно, да. Потом ты еще подрастаешь, кем хочешь быть? Врачом. Ой, да, здорово. А потом подходит время старших классов, и тебя уже как бы спрашивают так, типа, что, давай, выбирать надо. И я помню, что у меня было на тот момент две главные мечты. С одной стороны, я хотела быть актрисой, и меня сразу задобрили вот на этом моменте. Мне сказали, а мы жили в Иркутске, Мгм. в известном тебе городе. Актерском Да-да-да, известное, городе. вообще известный вуз, и самые крутые актеры там выпускаются. Вот, но это вырезать надо, а то что-то оскорбительно как-то Да звучит. ладно, все по В делу. общем, эту идею сразу забрили мне. Мама сказала, какая нахер актриса, ты что там, на детских праздниках собралась выступать или где? В общем, ничего не получится, это полная херня, давай что-то другое.
И второе, что меня очень привлекало, интересовало, и это до сих пор на самом деле так, это психология. Мне так, можно сказать, повезло. У нас в старших классах были занятия с психологом. Не знаю, а у вас, кстати, были? Мы же в одной школе учились. Мы потом выяснили, что мы учились в одной школе. Не, у нас не было. Но, наверное, после появилась, там такая девушка была, ее, кстати, тоже Юля звали, и у нас проходили занятия. Я, честно, сейчас, конечно, не вспомню, что мы там конкретно делали, но она какую-то, знаешь, базовую базу там рассказывала из психологии, какие-то мы там тестики делали, какие-то упражнения, и мне это так нравилось, я такая, вау, ну это просто вообще нереально интересно. У нас потом в университете была тоже психология, это сразу спойлер, и не на психолога я пошла учиться. В университете была психология, и это был мой любимый предмет. Я была там, знаешь, самым ботаном, который писал рефераты, какие-то работы, какие-то психологические анализы. Короче, мне это было интересно, но то же самое произошло. Я маме говорю, хочу быть психологом. Она такая... Пфф. А на тот момент, как бы, извините, 2008 год. Ну какие психологи? Это сейчас их как собак нерезанных. А тогда, на тот момент, ну, практически... Это было, во-первых, что-то очень зашкварное, что кто вообще к психологам ходит, и что за психи? Во-вторых, просто в целом было мало специалистов, и в основном они как будто, знаешь, работали вот где-то в школах или где-то, ну, корректировали там поведение детей в каких-то там, не знаю, учреждениях. И мне мама сказала, ну и где ты будешь работать? В школе психологом за копейки? Нет, это херня, ты пойдешь учиться на менеджера. Я такая, ну класс. Не, ну я училась в бизнес-школе, как бы я до сих пор считаю, что образование у меня отличное, но на тот момент я просто такая, ну ладно, как бы меня куда отправили, я туда и пошла. Вот, не могу сказать, что мне не нравилось обучение, то есть обучение было классным, окружение было классным, но когда я выпустилась, я писала диплом на тему маркетинга, я думала, что хочу быть маркетологом. Когда я выпустилась, я вообще не понимала, чем я хочу заниматься. То есть у меня была вот эта, знаешь, тоже инерция, как у тебя, а я еще, поскольку девочка, мне еще внушали мысль, что типа, вот ты сейчас выучишься, тебе надо выйти замуж, мужа хорошего найти, родить детей, желательно 2, ну и работать там, да, было бы неплохо. И, в общем, у меня была такая дорожка, что надо выйти замуж, самое главное. То есть у меня еще, знаешь, такой лейтмотив был, что, ну, ты сама-то, понятно, ничего особо не добьешься, поэтому главное мужа нормального найди, в жизни устроиться, вот главное замужем быть нормально. Вот, и поэтому я как-то как будто не делала ставку на карьеру особую. То есть у меня такого в голове не было, что я должна состояться типа вот как специалист, как личность, чего-то добиться. То есть у меня работа это было такое, ну, что-то где-то пристроиться, там, зарплата 30 тысяч, классно, 50 вообще супер. Ну, на тот момент 50 это для меня был вообще предел мечтаний практически. Вот, поэтому я по этому пути и шла. То есть у меня были длительные отношения, я думаю, ну все, как бы уже почти все устроено. Сейчас поженимся, детей родим, куда-нибудь пристроюсь. И я устроилась по специальности, специалистом по маркетингу, в компанию, которая продавала электрику. Ну, какие-то, блядь, лампочки, хуйню, короче, какой-то. Это был полный трэш и кринж. Честно говоря, я вообще не поняла прикола. То есть вот я начала ходить на работу, у нас еще там была, знаешь, вот этот жесткач, когда тебе надо к 8 утра на работу приехать, на работу ехать 2 часа, хотя, ну, знаешь, Иркутск город не очень большой, да? 2 часа, то есть ты встаешь в 5 утра, там едешь на эту работу, там с собой лотки вот это с гречкой и курицей везешь, там, не дай бог, ты опоздаешь на минуту, тебя тут же штрафуют, там какой-то коллектив крысячий максимально, вот этот вот начальник, у которого, знаешь, биполярка, то он говорит, что ты лучший сотрудник, то он тебя матом кроет, какие-то задачи вообще непонятные, и зарплата 18 тысяч. Я продержалась месяц на этой работе. Я вообще прикола не поняла, то есть я такая, в смысле, что вот это взрослая жизнь, вот так вот люди работают, что real, а там еще были люди, которые там в этой компании работали там 5 лет, 7 лет, и я такая, что?
вот так вот 7 лет, я такая, не, это какая-то хрень. Ну, то есть я прям поверить не могла, я еще на тот момент жила с мамой, и мама такая, да, типа, дочка, давай, типа, выпархивай из гнезда уже Давай побыстрее. уже быстрее. Да-да-да. А я такая, я не могу, ну, то есть я просыпалась по утрам, я рыдала, и такая, господи, я не хочу туда идти, и я уволилась в никуда, то есть у меня не было никаких вариантов запасных, ничего, я просто понимала, что это, ну это пиздец, это невыносимо просто, для меня это было невыносимо, я уволилась, мама такая, ну что, на шее будем сидеть, я такая, нет, сейчас найду работу, нашла какую-то подработку админом в сервисном центре, там мне нравилось больше, и я на тот момент как бы про себя уже... Ну, то есть у меня, знаешь, вот этот весь мой профессиональный путь, вот эти разные профессии, это такой путь познания себя. То есть все равно на каждой работе, какой бы дерьмовой она ни была, я узнавала про себя что-то новое, так по крупицам собирала эту информацию. Вот на той работе я поняла, что мне офис, ну, не подходит. И вот этот вот график с 8 до 5, когда тебя там пиздят за каждый прогул, это не про меня. На работе администратором сервисного центра я поняла, что мне больше нравится, когда обстановка лайтовая в офисе. То есть, что тебя начальник, знаешь, не вот это вот, там, у тебя задачи, там, что-то матерят за то, что ты там, не знаю, документ какой-то не отправил. Ну, короче, когда такая более неформальная обстановка, когда так все более на лайте, вот, это мне подходит больше. Потом, опять же, там, естественно, были свои нюансы, что ты просто админ, ты там принимаешь какие-то ноутбуки на ремонт, как бы роста в этом никакого нет. То есть ты не ощущаешь реализации своего потенциала. Поэтому потом я пошла... Блин, долгий рассказ будет, прости, мы потом нарежем на монтаже. Потом. Придется поскучать. Потом. Да, потом я все-таки решила второй шанс офису дать, но продержалась 3 месяца, уже чуть побольше, но тем не менее я поняла, ну это не мое прям максимально. На этой работе я тоже занималась маркетингом, но так совпало, что я по большей части занималась текстами, то есть я писала тексты для сайта, там, для каких-то печатных этих изданий, и я поняла, что, а мне же это нравится, то есть я и в школе писала какие-то рассказы, сочинения у меня там всегда самые лучшие были в классе. И я думаю, так, ну, это вот что-то, за это можно зацепиться уже, что-то с этим сделать. Я уволилась из офиса, опять же, вот это было так, знаешь, что я такая, все, я ухожу. Мне даже сказали, ладно, не отрабатывай там эти 2 недели. И я прям помню вот эту картину, я иду по Старому мосту в Иркутске. Иркутяне, привет! Иркутяне, привет! Да-да-да, я иду, это было, то ли май был, но я помню, была хорошая погода, я такая иду по телефону, маме звоню, я такая радостная, пипец, у меня свобода просто, я уволилась. Я звоню маме и такая, мама, я уволилась. И там мама такая, в смысле? А ты что делать собралась? А дальше что? И мама такая, блядь, опять уволилась, опять на шее будет сидеть, никогда не свалит уже из этой квартиры. Вот, и я поняла, что мне нужно искать что-то уже, то, что мне ближе по душе. И так получилось, что я нашла работу на удаленке и занималась текстами несколько лет. И это просто удивительно. Сейчас это ничего такого, да, как бы каждый второй дурак работает на удаленке. Но в 2013 году, я извиняюсь, в Иркутске найти удаленную работу было это вот чудо какое-то. И я помню, как я очень радовалась, то есть там зарплата была такая же, как в офисе, но мозгоебли гораздо меньше, мне это нравилось. И я сидела за компом, работала, получала деньги, а мне мама постоянно говорила, типа, а ты когда нормальную эту работу найдешь? Что ты за компом сидишь, играешь, поди какой-то хренью занимаешься, нормальная работа, когда официальное трудоустройство, пенсия, где это все вообще? Может быть, прервемся на этом, и ты что-нибудь расскажешь. Вот, кстати, давай, может быть, обсудим тему, какие, может быть, ты вот выводы делал. Какие у тебя, кстати, работы были после универа? Ну, после универа я сначала немножко поработал в 1С,
там в какой-то франчайзе вроде бы. Это офисная, да, работа? Ну да, ну она такая была. Ты приходил в офис, да, к какому-то времени, потом куда-то уходил к удаленному, ну не удаленно, а просто к клиенту. Там была, да, какая-то корпоративная система, были какие-то типы, которых я, типа, смотрел на них и думал, вау, вот это пиздатые чуваки. Ну, в смысле, рил, да, без Ну да, да, иронии. да, ну как-то выстроено Там было все. зарплата 40 тысяч. Ну, там даже О май побольше гад. было, по 60 было штук. Ну, то есть у меня была маленькая, что-то, ну, 25, наверное, штук, ну, а были чуваки, да, у них вот по 60 было. Там, по-моему, был какой-то тип, у которого 100 было, и мы такие, типа, Вау, ну это «Вау». unreal. Да, и вся какая-то система, вот, были какие-то, я вот сейчас, я прямо сейчас вот вспоминаю, я что-то хочу просто с этого. Были какие-то планерки, там какие-то чуваки, вы сегодня молодцы, там, ну, условно, не знаю, какая-то медаль там, типа. Давайте встанем Да. и похлопаем. Я сейчас смотрю, Это вспоминаю. Волк с Уолл-стрит. Какая чушь вообще, господи, какая херня. Вот, потом я в аспирантуре учился. Но опять же, по причине того, что в армию не надо было попадать. Вот, там я преподавал в университете, ну такая была тоже свободная работа, писал какие-то методички, выигрывал какие-то Ну, тебе это гранты. нравилось? Ну, так скажем, я очень ценил то, что очень свободно жил. То есть мне тоже очень нравится свобода, я не очень, ну, вот этот ад, где там какие-то чуваки, все что-то приходят куда-то В там. униформе еще, когда Да, надо да, ходить. да. Ну, типа, не мой вайб, не мой вайб. Я очень такой независимый человек, так скажем. Вот поэтому в универе мне нравилось, конечно, там все равно такой рок-стар, лайф. Какие-то, ну, бабок не очень много, но зато очень много свободы. И там можно было вот по сыроедам каким-то побыть там. Я этим баловался немножко. Это отдельный подкаст. Кстати, интересный факт. Ну-ка. Арсен Маркарян занимался сыроедчеством Что-то у вас давно. есть общее. Да. Вот он 10 лет прокачивался и стал тем, кого мы знаем теперь. Ждем. Через 10 лет. В общем, потом я такой, ну вот, назрел переезд в Москву, собственно, за тем, чтобы там следовать своей Вот. рабочей мечте. Но, Да, но а опять как же, это это было? инерция была. Ну, я просто посмотрел на жизнь, что она никуда не идет в интересное место, и надо какой-то вот решительный рывок в помойку предпринять. Вот, но это же интересно, у тебя же появилось вот это желание. То есть ты же мог остаться Ну и да, да. такой, ну, сейчас вот тоже женюсь, там, детей нарожаю, и все. Да как-то никогда этого, ну, не было таких мечтаний вот никогда. Я всегда и до сих пор, кстати, считаю, что у меня будет превосходное будущее, прекрасное, такое, как мне хочется. И на тот момент я точно не хотел остаться на какой-то... Ну, вот все время хочется чего-то выдающегося в жизни, я не знаю, чего-то отличающегося и так Понимаю. далее. Это мешает. Ну, Ну, и и мешает, и помогает. помогает. Ну да, никогда не было, и до сих пор нет у меня ощущения, что я смогу и буду жить. Ну, в итоге, конечно, я так и прожил, когда бухал. Вот, но все равно все время какое-то ощущение вот выдающейся жизни за окном, так скажем, что вот-вот-вот я что-то придумаю, как-то там... Нарциссизм. Да, ну да, как-то что-то сделаю, и будет прямо мега жизнь какая-то. И Я тебя тогда... понимаю, да. Такая же хуйня. Вот мы тут и сидим. И тогда, когда я переехал вот в Москву в 2016 году, по-моему, это просто, ну, накопилась уже усталость от того, что не получалось там какие-то местные успехи, какие-то инди-дела. Я уже тогда, вот Винджим же был тогда уже. Он был успешен, но все равно недостаточно успешен, чтобы, типа, считать это крутым чем-то. Плюс еще я смотрел, вот Игорян, Здоровый Игорян, уже там попрокачивался в Яндексе условном, и уже у него зарплата вообще дофига, на тот момент казалось особенно. И тебя это вдохновило? Ну, скорее, я позавидовал ему. Но это тоже, Подумал. видишь, движимая такая Не, ну сила. конечно, зависть. особенно мужицкая эта тема карьерная. Ну, мы заточены в целом на какие-то постоянные соревнования, там, кто кого разъебал, ну, во всяком случае, в определенном возрасте. Понятно, что когда ты постарше становишься, ты к этому более иронично уже относишься и понимаешь, что там здоровье — это база, условно. Не Близкие все люди. понимают. Ну, у кого хорошее здоровье, тут не понимаю. Кому там звоночек какой-то пришел уже, а он такой, типа, да, без здоровья точно ничего не надо.
Вот, У ну, кого отвалился уже там желчный, он такой: да, надо правильно да, питаться. да. Желчные почки, там, я не знаю, печень, все что угодно, желудок, ноги, руки. Ну, в общем, да. Ты позавидовал, и Ну ты да, но это решил. все в совокупности. То есть, типа, и позавидовал, и вот у меня и ребята все переехали, просто окружение пропало старое, они все уехали за заработками и так далее. Ну, как обычно это бывает. Мгм. Я подумал, а что я-то сижу как дурак, типа, пора жить на полную. И я поехал в Москву, и там ходил на собесы какие-то офисные, в частности, в Сбербанк. Вот, там вот я тоже вот сейчас вот вспоминаю, какая это все была вот тягомотина, ахинея просто. Какие-то непонятные вопросы, там, сидел я или нет. Какие-то... Это потом, чтобы звонить, обзвоны Да, устраивать. да, да. Какие-то там определенное время, какие-то важные мужики в пиджаках, там вот это все. Если честно, я надеялся, что меня не возьмут на работу. Но жил я тогда у Игоряна. Игорян, спасибо еще разок. И все равно назрела такая уже атмосфера, что Ванька, пора их съебывать отсюда. И я ускорил свои поиски, и на тот момент резко и неожиданно удаленка пришла в долларах, Мгм. и зарплата была уже выше, чем мне предлагали на старте там в Сберах и так далее. Мгм. И я такой типа, вау, все, Охуел, да? охуенно, да. И, ну, это было как бы и результатом моего труда, потому что там на работе, в частности, посмотрели код Винджима Ну и да. узнали вообще, что я что-то делал в паблик, и они такие типа, вау, нормально, тип какой-то, вот, давай Мгм. его возьмем. Давай попробуем его. Там была совершенно замечательная женщина у нас, ПМ, Татьяна, спасибо большое. Вот. И она как-то поверила в Ваньку, и Мгм. Ванька в целом не подвел. Вот. И у меня начала развиваться вот эта удаленная карьера, которая мне очень нравится все равно. Вот мне, да, все поднадоело, но я представляю, насколько сильнее бы мне надоело, если бы я Да-да-да. еще... В Сбере работал. Ну да, ходил бы вот какой-то такой хренью занимался, которая мне, ну, кому-то она нравится, окей, мне вообще не нравится. То есть я прям не Ну, не твой супер... вайб. Я супер, да, засыпаю. И вообще, когда серьезный какой-то разговор начинается, мне хочется сразу смыться из него. Там какие-то, вот, мы поднимем даже на уровне вот инди-предпринимательства. Мгм. Почему инди, да, опять же? Да потому что я не хочу поднимать какие-то раунды, там, что-то общаться с какими-то типами и умолять их дать какие-то деньги на Мгм. какую-то штуку, объяснять им, почему трекер здоровья этот обязательно выстрелит, и он самый крутой. Да пошли в жопу. Типа, я больше B2C чувак. То есть мне Мгм. хочется, чтобы то, что я делаю, нравилось просто людям. И Мгм. потихоньку, полегоньку, спустя время, я стал более популярным и стал зарабатывать таким образом. Вот. Ну, это даже тема, наверное, отдельного подкаста. В целом, вот вайб такой, что я, во-первых, позавидовал, во-вторых, назрели просто уже изменения, Мгм. откровенно говоря. Ну и у тебя были положительные примеры все-таки. Да, То и есть, если бы у тебя вокруг все были такие, типа, вот, да, сидим, ну пердим, да, да, семья, конечно. дети, возможно, тебя бы тоже, ты бы вообще не подумал о том, что надо куда-то переезжать. То есть ты такой, ну, все сидят, я тоже как бы Ну, типа посижу. того, да. Где родился, там и пригодился, все такое. Мгм. И, конечно, было определенное давление от родителей, типа, да куда ты поедешь, да нафиг это надо, Мгм. там и так Кому далее. ты там нужен? Ну да, типа, да в одном городе, вот мы живем, развитие, туда-сё. Но, как бы они доверились, так скажем, я тоже себе доверился. Опять же, было внутреннее ощущение, что пора. Доверился Игоряну. Доверился Игоряну, да, а он мне. То есть, Что ты у него не обчистишь хату. да, но у нас больше была угроза для печени, конечно, на тот момент, чем для чего-то другого. Вот. Но это такие были вайбовые классные времена, времена больших изменений. И вот сейчас, мне кажется, опять они назревают, тоже классные какие-то штуки происходят. Ну да, но уже все на другом, конечно, Да, ну, уровне. конечно, да. Уже и ты сам привык просто к какому-то уровню жизни и хочешь его Мгм. поддерживать там и так далее. Ну и развиваешься все равно. Ну, или Растешь. деградируешь. Ну да, кому что. Развитие в обратную сторону. Но ты, получается, ты все равно долго работал на удаленке, и тебе это нравилось.
Ну, совокупность. С Причем мне свободой. просто нравилась свобода и то, что платят хорошо. То есть не было такого, что я прям в восторге был от результатов своего труда. Типа, вау, вот эта формочка, бля, я так ее сделал, круто. Мгм. Да, насрать. Но, ну А вот ладно. когда ты делал свои проекты, типа Винджима? Ну, мне скорее нравилось просто... Ну, во-первых, мне очень нравился маркетинг. Я всем писал сам, всех Это заебывал. мы Там. Мы помним. команда Да-да-да. разработчиков. Мне очень нравится вот этим быть человеком, как это называется, фасилитатором, да. Мгм. Я очень люблю связывать нужных людей между собой, там, находить какие-то места, писать про это там и так далее. Мне это все очень нравится. Я к этому подходил просто как к продукту. То есть сам процесс кодирования мне также не нравился, так скажем, просто он получается. Мгм. И в контексте Винджима так вышло, что там были и приятные моменты. Это вот фотосъемки, это маркетинг какой-то, какие-то организации, там чего-либо, промоушен и так далее. Все это очень нравилось мне. И до сих пор я испытываю удовольствие от этого. Мгм. Вот. Но сама вот разработка, я не могу сказать, что я когда-либо испытывал гордость или там что-то типа того. Просто она получается. Кстати, да, вот подписчики, как хочу такой момент отметить. Действительно, иногда у вас просто что-то получается. Вот. А оно может вам не очень нравиться, а оно просто у вас получается. Ну, как-то так Мгм. получилось, что вот вы что-то умеете делать. Вот как-то вам легко это дается. Но при этом вы глубокого чувства удовлетворения не испытываете от этого. Это абсолютно нормально. То есть иногда что-то тебе нравится, но у тебя оно не будет получаться так же хорошо. Это тоже норм. Ну, да. Ну, в принципе, можем сразу обсудить это, что, типа, это как компромисс по факту. Ну, типа того, да. Это какая-то степень реализма вам нужна всегда, чтобы оценивать себя трезво, в плане того, что, ну, если я сейчас скажу, что я становлюсь музыкантом, все бросаю, ну, это ошибка. Вот. Мгм. Потому Тебе нужно что кушать на мне, во-первых, что-то. нужно кушать, во-вторых, я просто привык уже жить определенным образом, который мне нравится. Я не хочу понижать, конечно, уровень жизни, Мгм. поэтому хочется сохранить вот какой-то достаток, так скажем, ну, хотя бы снизить расходы, там, может быть, Мгм. где-то чуть-чуть поприжаться, но не сильно. Вот. Но это как-то далеко мы вперед забежали. В целом-то, Да-да-да, далеко. да, в целом-то действительно вот я этот путь прошел какой-то и на ремоут джоб попал, и мне, ну просто мне нравилось, что там какие-то новые люди, нравилось, что они доброжелательно ко мне относятся как-то, и я тоже к ним. Вообще это был опыт работы на английском языке, первый такой полноценный. Мгм. И это тоже все прикольно. Но вот сам кодинг, он, ну, просто получался, не было удовлетворения от него. Просто хвалили, что да, молодец. Мгм. Но я не чувствовал, знаешь, что типа, вау, типа что-то вот внутри. Но ты это вот сейчас уже больше осознаешь, что тебе тогда не нравилось? Или ты тогда это осознавал, или ты не понимал, то есть ты какое-то время работал и такой, ну, как, ну, пойдет вроде. То есть как это было? Ну, я, видишь, легко заколпил его с помощью алкоголизма. То есть А, чувство неудовлетворенности, оно легко подавлялось, вечернее особенно, да, когда мгм, накатывало. Всегда можно было взять пару пив, осуждая, кстати, мгм. вот, и расслабиться. Так, собственно, и пролетело большинство времени рабочего вот этого вот. Так, наверное, у многих оно и работает, что, может быть, человек тоже годами работает, ему не нравится, но он это не осознает, потому что как только у него появляются вот эти вот какие-то мысли, он такой, выпьем, да, М. и нормально, и ты сразу веселишься, там о Да, чем-то другом да, да, думаешь. да, у тебя сразу же... Ну, тут надо понимать, что не для всех вопрос самореализации стоит на первом месте через работу. То есть для Конечно. кого-то это вообще второстепенно, он хочет там, я не знаю, путешествовать много. И Мгм. он работу терпит просто, чтобы у него были бабки на путешествия. Тут нет определенного какого-то ответа. Я считаю, ну, в моем понимании, конечно, здорово, когда у тебя все в одну сторону смотрит. То есть, когда у тебя работа отвечает твоим чаяниям, да, когда твой образ жизни отвечает твоим чаяниям, когда все помогает и вместе в совокупности Мгм. действует, это идеально. Типа. Так, собственно, все эти Илоны Маски и живут условно. Вот у них как-то оно все так получилось сделать, чтобы у них все работало как бы, ну, как помогает в синергии, да, вот в Мгм. синергии. А когда ты, получается, работаешь, это дает тебе бабки, потом ты тратишь их на путешествие, то какой-то, ну, у меня, допустим, копинг возник с помощью, да, вот каких-то веществ, так скажем, да, алкоголя. Мгм.
Вот кто-то копит с чем-то другим. Но как будто вот сейчас я дорос до того, что хочется реализовывать себя через работу. Ну, Мгм. через то, что я делаю. Потому что это огромное количество времени занимает. И, ну, отрицать это глупо, короче. То есть, Мгм. типа, вот этот work-life balance, типа, тут я пожил, а тут я терплю. Ну, я что-то неохота так жить. У Мгм. меня сейчас какое-то ощущение, что это такая же ошибка, как и там, ну, по инерции просто что-то делать. То Ну есть да. хочется, чтобы твоя работа, ты такой говорил прямо всем, да вот это С я сделал, гордостью. суки. Ну, типа, да, это круто, вот, ебем. Я такая с гордостью, ты такая, я сделал, суки. Ебем, типа. Ну, вот такой драйв, чтобы это был внутренний снова, а не Мгм. потухший такой взгляд, который потихоньку все более протухшим становится. А, Хочется, Хочется чтобы все гордиться. гордиться собой, своей Мгм. работой и так далее. Я считаю, что это для всех людей должно, ну, стоит точно. Короче, я уверен, что можно сделать жизнь таким образом, чтобы это получалось. Не надо терпеть, что вам не нравится так долго, во всяком случае. Чуть-чуть потерпеть, ок. Ну, мне кажется, знаешь, без этого негативного, так скажем, опыта не получится прийти к тому, что тебе действительно нравится. То Сто есть это процентов. в любом случае, ну, не получится так идеально, что ты пошел там, отучился в место, которое тебе было интересно, потом пошел на работу, и у тебя там все идеально складывается. То есть этот весь опыт, он нужен как раз для того, чтобы понять, вот ты, например, поработал где-то в офисе, такой, ну, это вообще не мой вайб. Мгм. Потом ты поработал на удаленке, тоже понял, что, например, программирование тебе не очень нравится, тебе интересны другие вещи. Ну, то есть понятно, что, конечно, ты можешь сокрушаться по поводу того, что там время, например, потратил, что ты мог бы быстрее прийти к чему-то, но вот так сложилось. Поздравляю, вы обосрались. Ну нет, я к этому отношусь положительно, исключительно. Да не, я тоже. Это просто самая ирония. В целом, типа, уже нет... ну, машины времени не существует. Мгм. Если бы она была, сейчас бы Ванька сюда зашел. Сейчас бы мы заново начали писать и нормально бы записали этот подкаст. Да, мне кажется, нормально вообще. Идем Да. дальше. Поэтому, ну, я не то чтобы жалею, ну, в смысле, как глубоко жалею, я просто понимаю, что, да, где-то не надо было застревать. Ну, в целом это касается, вот, допустим, вредных привычек, Мгм. что это плохо. Я вот сквозь все наши подкасты продолжаю Мгм. заявлять о том, что это очень плохой способ копинга, Мгм. потому что оно, ну, как бы затмевает твой взор, и ты не видишь, что уже вот пора, ну, Мгм. изменения уже пора делать. А ты этого не видишь, потому что, типа, на следующий день у тебя там что-то, и ты опять все так вот, ты Мгм. живешь и ничего не меняешь. Вот, поэтому так и получается, что какой-то ты выгоревший в 35, там, условно, не знаешь, что делать. Так потому что ты уже в 30 мог бы заметить, что, типа, пора двигаться дальше, но ты такой, да, типа, да, работа нравится, удаленка там какая-то, туда-сюда, это все удобно, но в итоге у тебя, ну, вот для меня, допустим, я искренне считаю, что работа для меня ну, более важная какая-то вещь, и я должен ее наполнять чем-то крутым для себя, а не какая-то хрень, которую там, типа, потерпел и потом пожил. Мгм. Ну, это не я. Ну, типа, не надо так жить. Я всегда в это возвращаюсь, но это ошибка. Мгм. Я хочу, чтобы работа полностью отвечала моим чаяниям, так скажем. Чтобы я был весь в этом. И такие моменты бывали у меня, там, не знаю, когда мы что-то снимали, какие-то ролики идиотские на набережной в 4 утра, опять же, организовать каких-то людей, все это было сделано, потому что это все нравилось. Мгм. Это была искренняя какая-то штука, бесплатная, бессмысленная, но тем не менее. Ну вот, я никогда в 4 утра не кодил. Никогда в моей жизни не было так, чтобы я задерживался на работе там какой-то за деньги, мне было плевать всегда на это. Потому что не было фана. Я типа чел, который любит фан. И я очень долго жил в отрицании того, что это важно, потому что все вокруг там кто-то эффективный, какие-то бизнесы. Сейчас вот я в Индии, там, дев-сообществе нахожусь, там тоже, они же все бизнесмены, Мгм. и там все такие вайбы тоже, типа ROI, туда-сюда, конверсия, там мы анализируем. А делаете-то вы что? Хрен его знает. Какой-то трекер там курения 10-й. Я его просто сделал, все. Ну, короче, разные вайбы. Я хочу вот жить так, как я считаю должным и нужным. А я, видишь, очень долго, ну, получается, жил вот как там по инерции. Мгм. Вот у нас какая-то инерция определенная есть, мы там типа Как сложилось, в так общем. сложилось, да. Все так живут, что, заткнись там, обратно иди на завод, ну, свой Мгм. условный.
А я такой, типа, не, нафиг. Вот. Я хочу быть самим собой. Надоело уже. Мало времени осталось. Вот. Мгм. Но я знаю, что у тебя более серьезный подход к этому, так Вообще скажем. серьезный человек. Да, ты и вообще ты более серьезный человек. Кстати, да, подписчики, я вот абсолютно несерьезный человек, и Юля гораздо более серьезный человек, чем я. И это, несмотря на то, что у нас разные пути, они как будто бы говорят о другом совершенно. То есть обычно ты ожидаешь от серьезного человека, там, вот, Да, да, карьера, да. там, я что-то выбрал, а от несерьезного, что он Планирование. там что-то Алло, туда-сюда. бизнес, да, 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 у деньги. нас как-то наоборот получилось, вот. И это забавно. Это забавно, да. Но вообще я хотела добавить, что я с тобой согласна полностью, что нужно, чтобы работа тебе нравилась, вдохновляла, заряжала тебя и была вот, как ты сказал, Как мы говорим. ну вот с Отвечала чаянием. Да, 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 отвечала твоим чаянием. Вот это, вот с этим я на 100% согласна. Но я понимаю при этом, что любая работа, какая бы она классная, веселая, фановая ни была, все равно в какой-то момент появляется там что-то не очень положительное, да, какие-то негативные Sure. эмоции, появляется какая-то рутина, то есть без этого никуда. И тут, наверное, я думаю, что мы попозже чуть-чуть к этому вернемся, что надо какой-то вот баланс найти. Потому что, ну, не получится, мне кажется, все равно всегда вот идти только, знаешь, на зов вот этого фана, на зов каких-то эмоций, потому что, ну, тяжело так. И так просто не работает. Не согласен. Да. Но я всегда жил в парадигме, что это не работает. Но мне почему-то начинает казаться, что наоборот это работает. Просто, ну, очень большое давление общества, потому что никому не нравится, что ты удовольствие получаешь. И в том числе твоим друзьям тоже не нравится. Ну, в смысле как, есть какой-то заведенный порядок жизни, да, условно, в котором все существа, люди там в социуме существуют. Мгм. Вот. И если ты как-то пытаешься по-другому начать что-то делать, то есть все равно определенное давление общественное, которое возникает. Все равно, в том числе от друзей, в том числе они могут явно или неявно до тебя оказывать давление, например, с помощью вот таких заявлений. Ну, условно, Toxic friend. я не говорю, что это плохо, просто это естественная реакция, когда ты говоришь какую-то вот херню. Она может быть не херней именно для тебя, она просто для всех остальных херня. Это абсолютно норм. Ну, нет, я тут скорее, знаешь, о чем говорю? Во-первых, я не считаю, что это херня, и то есть мне будет, ну, любопытно узнать, как у тебя это будет работать, что ты вот попробуешь в такой парадигме пожить. Мне будет интересно, как это действительно будет работать. То есть Спился я там в канаве. вообще, да, но я, видишь, я как бы анализирую какие-то, естественно, ситуации своей жизни, и я понимаю, что вот, например, если мы берем тренировки, да, или, допустим, вот человек хочет похудеть. Если человек будет такой, ну, я буду тренироваться, когда мне захочется тренироваться, и буду питаться вот так, как я захочу. Мы знаем, к чему это приведет. Ни хрена он не похудеет, и ни хрена у него никаких результатов в тренировках не будет. Ну, это факт просто. То есть в таких вещах нужна рутина. То есть если ты тренируешься, если ты хочешь достичь какого-то результата, то есть понятно, что если ты просто just for fun тренируешься, абсолютно окей. Ты там раз в неделю пришел, что-то поприколдесничал, ушел. Если у тебя стоит какая-то цель, и ты такой, так, мне надо тренироваться. Если ты будешь основываться только на том, что у тебя сегодня есть настроение потренироваться, ты не придешь к этой цели. Это, ну, как бы инфосотка. Вот, поэтому, как бы я говорю о том, что в любом деле все равно, если ты именно нацелен на результат, есть момент рутины, то есть что-то нужно рутинизировать, и что-то будет не нравиться в любом случае. И просто если именно вот жить с такой, как это обозвать? Ну, не парадигмой, как это другое. А почему не парадигма? Ну, я не знаю, ты знаешь, какое-то немножко зашкварное слово после интервью с Гагунским, он там постоянно парадигма говорит, и там стебали его, что... Парадигма объектно-ориентированного программирования.
Есть. Короче, если у тебя в голове есть вот эта мысль, что я буду следовать только вот за вдохновением, ты, ну, на мой взгляд, не достигнешь больших результатов. То есть, если цель получать удовольствие, то да, вообще без базара. Но при этом, если хочется все-таки достигать каких-то целей, к чему-то приходить, к какому-то успеху, деньгам и вот этому всему, то придется что-то что-то как-то немножко себя в руки брать. Но это мое видение. М. Ну, у меня, как-то сказать, просто... Ну, всю жизнь у меня все вещи сами собой получались, на самом деле. Я не могу сказать, что я где-то что-то преодолевал. Вот. Когда я был в максимально хорошей форме, я просто был аспирантом, и нечего было жрать. Поэтому я мало ел и много Но ты гулял. был еще и молод. В общем, у меня как-то вещи в жизни сами собой получались всегда. И не было такого, что я где-то прям сильно потел. То есть я реально действительно всегда следовал за потоком. И я Мгм. не могу сказать, что я, ну, кроме каких-то очевидных вещей, типа алкоголизма, да, Мгм. не могу сказать, что я как-то плохо в итоге живу. Живу я, ну, довольно пиздато. Вот. А при этом я, ну, не особо никогда не потел, так скажем. То есть не было такого, что я что-то там преодолевал себя и так далее. Ну, по инерции плыл, так скажем, да. Да, но ты буквально минут 10 назад говорил о том, что ты жалеешь, что слишком долго к чему-то шел. Не думаешь ли ты, что это может быть как-то связано? Ну, я жалею вот о том, что я пил, вот, пожалуй, да. Это одна из таких вещей, о которых я действительно жалею глубоко, потому что это трата времени и здоровья напрасно. Ну и плюс это приводит к ссорам, там, определенным, там, всяким, как-то деградации личности и так далее. Много вещей. Во, об этом я жалею. Я думаю, я бы мог гораздо быстрее спохватиться и, и грести в ту сторону, в которую я сейчас начал грести, еще тогда, когда было больше сил, там, энергии и желания. Сейчас Мгм. понятно, что они тоже есть, но тем не менее. Это я к чему вообще? Что, ну, я думаю, просто разные люди. То Мгм. есть, типа, кому-то подходит более дисциплинированный подход, он в нем чувствует себя классно, кто-то больше хаотичен, типа, ему нравится, наоборот, Сто когда процентов. отсутствие расписания жесткого. То Мгм. есть у меня, например, всегда, ну, если мне нравятся тренировки, да, я просто искренне люблю ими заниматься, вот как бегом, до тех пор, Мгм. пока я ногу себе не сломал. Вот. Мне просто нравилось бегать. Я действительно искренне, ну, я с удовольствием просыпался и бежал, и мне не надо было там, как вот эти видосики я вижу, типа, мне не хочется, но я бегу. Да хуй знает, мне хочется, типа, я бегу, мне нравится. Не было такого, что я там заставлял себя. Также и в спортзале я уверен, что мне не хочется только первый раз, там, ну, может, два. А потом, просто потому что спорт это приятно, я кайфую от него, я буду заниматься норм там. Я Но это сейчас же не надо беру. как-то себя заставить еще Ну туда вот первый прийти. раз всегда самый тяжелый, конечно. Вот, Вот. а как, если ты, ну, живешь такой, я буду делать то, что кайфово. Тебе же не кайфово идти в зал, вот первый Ну, раз, не после знаю, там, перерыва. бахнуть пиво и пойти в спортзал. А, мы же против А мы против алкоголизма. алкоголизма. Опа, зашли в Вот тупик. и, вот и не поэт, и не хожу. Вот и не хожу. Не, ну, может быть, поможет с кем-то туда сходить. То есть, типа, Мгм. социальная какая-то штучка сработает. Мне нравится с людьми проводить время. И если я с кем-то пойду там в зал, и мы Мгм. вместе потреним, это будет Ну и зал весело. приятный. И зал классный, и ты потом такой, типа, ну ок. Короче, первый вот этот пень, он всегда самый сложный всегда. Мгм. И я Да. думаю, он самый сложный, когда ты пытаешься поменять свою деятельность, потому что, ну, мозг привык определенным образом работать уже, думать в определенных паттернах, и когда ты ему какую-то оригинальную идею предлагаешь, он такой, типа, что за хуйня? И ты откладываешь в том числе и поэтому тоже какие-то изменения в жизни, потому что, ну, мы уже привыкли себя, мы, в конце концов, видишь, личность еще ассоциируется же с тем, что ты делаешь в течение дня, то есть ты определенный человек, потому что ты делаешь определенные дела. Если ты как-то по-другому или другие дела начнешь делать, ты станешь другим человеком. Вот. А у нас, ну, Вот типа, это как мысли великих. Джейсон Стэтхэм. Кстати, у меня в университете, вот, если у Учился Юли... Джейсон Стэтхэм. Нет, я теперь сам Джейсон Стэтхэм. Во всем, кроме физической формы. Если ты сказал, что в универе тебе вот нравилась психология, да, Мгм. всегда. Мне в целом тоже нравилась психология, но мне еще нравилась философия. Вот. Мгм. Я обожал вот философию. У нас был отличный профессор.
Докин, по-моему, у него фамилия была. Очень классный чел, и мы с ним, ну, чел, и там просто чуваку 70 лет. Мгм. Я такой, Чувак! чувак. Да, ну, в общем, он классный был препод очень, он реально был философом, и он рассуждал о жизни, но и мне это все нравилось всегда. Ну, То мы есть, этим и занимаемся, в ну, в общем-то. целом, да. Видишь, реализуешь свой философский Да, потенциал. у нас был там философский клуб какой-то, мы реально срубались поэтому. То есть я очень любил вот эту всякую хрень, мне не очень нравилось, ну, вот этот другой вайб, когда там люди Мгм. обращают внимание на занавески там и так далее. То есть у меня, ну, я знаю, что это абсолютно ок, жить в реальном мире физических достижений, так скажем. Да, вот моя квартирка, Мгм. вот моя машина. Но у меня просто, я такого не чувствую никогда. Мне в целом всегда, ну, все равно. Я практически на это вообще не обращаю внимания. Там, ну, есть какая-то возможность куда-то уехать, вот это другой разговор, круто. А то, что там у кого-то что-то, ну, не так важно. Никогда не было. И я думаю, это одна из причин, почему я до сих пор там путешествую везде и болтаюсь по миру, потому что я не ощущаю как-то вот привязанность к вещам большую, так скажем, да, к Мгм. материальному. А вот каким-то идеям там, что-то там рассуждать, вот это мне все нравилось. И психология, и философия, они больше про это, на самом деле. И это прикольно. Вот. То, что ты пришел сейчас больше к тому, что нужно идти за своими настоящими желаниями, и это тебя в итоге приведет к чему-то Опа! лучшему. Да, совершенно верно. И теперь у нас есть шанс войти в канву какого-то разговора, наконец-то, по теме и сказать, а как вот понять, Мгм. что такое настоящие твои желания, а что такие навязанные извне там или еще что-то. Это как раз-таки те вещи, о которых в том числе рассуждает какой-нибудь бойцовский клуб там условный. Мгм. И это, кстати, вот про материальное, да, тоже бойцовский клуб. Все уже это говорили. Вот. М. А как вот понять, на твой взгляд, типа, что такое настоящее твое желание, а что такое какое-то извне навязанное, условно, там, все хотят жить, ну, понятно, какие-то цели базовые, там, я хочу быть здоровым и богатым, да, ну, но все-таки, а конкретика какая, типа, все хотят быть здоровыми и богатыми. Ни одного человека ты не найдешь на свете, которому ты скажешь, ты хочешь быть бедным? Он такой, да, охуенно. Ни одного такого нет. Ну, просто кто-то, знаешь, довольствуется малым, и им вроде как окей. Но если им Люди тоже предложить разные побольше, есть. они же не Ну, откажутся. фиг знает, смотря что. То есть тут же нюансы важны. То есть, Ну условно, да. есть люди, которые там живут, то есть у них такой дауншифтинг полный, они там живут где-нибудь, занимаются серфингом и все, в общем. Ну, то есть такое, типа, Блин, серфинг круто. фановое существование. И им норм. И им скажи, давай мы тебя посадим в офис, и у тебя будет зарплата там 100-500 тысяч баксов. И они скажут, иди нафиг, я катаюсь на доске, у меня все классно, мне не надо там больше денег, вот я живу в какой-то хижине, и мне все нравится. Ну, я думаю, что просто есть разные люди, как бы у всех Мгм. свои какие-то потребности. Ну вот для тебя истинная потребность твоя, истинные желания. Как ты вот... Как определить? Да. Мне кажется, что это, как обычно, мы возвращаемся к теме саморефлексии, то есть Мгм. постоянно рефлексировать, и мне кажется, что это все познается только в процессе получения опыта. То есть сидеть и размышлять о том, что мне нравится и чего я хочу, это не помогает. Ну, в моей жизни это так не работает. У меня были периоды, когда я такая, так, ну, я возьму себе там месяц, 2-3 месяца, буду сидеть и размышлять, чем я хочу заниматься. Ни к чему это не приводило, я сразу У скажу. меня тоже. То есть это обычно ты начинаешь что-то делать, а в процессе ты понимаешь, что мне это нравится или мне это не нравится. А, Начинаешь больше разбираться в себе, что конкретно тебе нравится, вот в данной Мгм. деятельности, например. Вот. И это можно делать как самостоятельно, так и с психологом. То есть у меня бывали периоды, когда я сама не могла понять, и я прям с психологом сидела, она меня спрашивала, ну давай разберемся, вот что
тебе конкретно сейчас там в работе нравится. И я говорю, ну вот мне, пожалуй, нравится вот это. Она такая, ага, а вот что не нравится? И ты вот эти вот вещи разбираешь, и у тебя формируется вот это вот понимание. И я, в общем, когда про свой путь рассказывала, про частичный путь, ну, мы, наверное, закончим логически Частичный путь. как-то, да-да-да. Как раз, наверное, это и происходило неосознанно на тот момент, конечно, но, по сути, это и происходило. То есть я поработала в офисе и такая, мне не нравится, когда на меня орут матом, мне не нравится вставать в 5 утра и ехать 2 часа на другой конец города. Это мне не подходит. Потом я поработала в какой-то более неформальной обстановке, я такая, ага, но мне не нравится, что у меня здесь нету вариантов для развития, и я не могу реализовывать свой потенциал здесь. Мгм. То есть я делаю какую-то механическую работу, и все, и получаю за это деньги. Мне это не нравится. Потом я еще поработала, еще поработала. И вот из каждого вот этого опыта я выносила для себя, как бы, знаешь, как будто вот оттачивала вот этот вот бриллиант, что, ага, вот здесь вот так, а вот Мгм. здесь вот так. И я еще на самом деле в процессе пока формирования вот этого, что мне нравится на самом деле, но я считаю, что это все в процессе опыта только происходит. Плюс ко всему, ты же все равно еще продолжаешь формироваться как личность. То есть понятно, что какой я была в 20 лет и какой я сейчас в 33, это абсолютно два разных человека. Понятно, что с возрастом это замедляется, да, немножко процесс, то есть ты уже как-то больше понимаешь себя, но все равно продолжается развитие, ты что-то для себя новое можешь открывать, что-то наоборот осознавать, что тебе вот это, оказывается, не нравится. То есть мне кажется, что просто быть в контакте с собой и в процессе понимать, так, вот это мне не подходит. А ты что думаешь по С этому самими поводу? собими. Самими Один собой. раз можно. Да. Ну да, я согласен, конечно, это все через опыт проходится только, никаких вот я тоже брал какие-то, так, я порассуждаю месяц-два, ну, Sabbatical. все, что я просто ничего не делал, вот и всё, типа, ну, я не Мгм. знаю, читал книжки там, это само по себе все пиздато. Мгм. Типа, когда не надо работать, ты просто отдыхаешь, ты что-то гуляешь, но, к сожалению, из этого нельзя деятельность никакую выделить, монетизируемую, во всяком случае. Что, Мгм. ну, разве что блогинг. Ну и то Это но все это равно все равно работа. работа, да. Но поэтому, да, действительно нужен опыт какой-то, нужны вот, ну, Действие. действия, да. Только действия порождают какое-то вот размышление о чем-то настоящее, а не Да, просто эти... вдохновение, энергия и общение с людьми, И общение с кстати. людьми еще, да, Мгм. конечно. Очень важно находиться именно в правильном контексте и попадать в правильный контекст. Если ты сидишь там, дрочишься, варишься в собственном сагу, Сагу. рагу, то как бы у тебя не возникнет никакой свежей мысли на Да, да, самом да. деле. Ты будешь по кругу просто гонять. И если ты находишься в окружении одном и том же. То есть, мне Да. кажется, важно периодически знакомиться с новыми людьми Мгм. и общаться. Мне вот интересно прям узнавать, чем люди занимаются, как они к этому пришли, что им в этом нравится. То есть я прям всегда с удовольствием расспрашиваю людей. И я когда работала бровистом, мы вернемся, надеюсь, к этой теме. Я как раз любила эту работу, потому что мне нравилось с людьми общаться и задавать вопросы. Я интервьюер, я поняла. Все. Все, Два, дело два раскрыто. интервьюера встретились, и поэтому Да. быть, да. И мне реально очень всегда вот вдохновляло, то есть я слушала людей, и они абсолютно разные ко мне приходили, девочки, они рассказывали вообще такие истории, то есть там кто-то приходит, какой-то физик-ядерщик у меня девушка была, кто-то приходит, там программист что-то разрабатывает, какую-то нереально крутую систему, кто-то врач, кто-то еще чем-то занимается. Ну, то есть это так круто, и ты это все слушаешь, и ты все равно через вот этот чужой опыт познаешь себя. То есть через общение с людьми ты вот как-то прикасаешься к ним, и ты такой, ага, мне вот это нравится, а вот это меня вдохновляет, а вот это мне наоборот не нравится. Мгм. Ну да, конечно. Еще такой факт, что окружение сильно влияет на тебя в итоге еще. Мгм. Если оно не динамично, ну вот в чем преимущество людей, которые работают вот в сфере услуг, так это назовем, что у них постоянно меняются люди, с которыми они взаимодействуют, и за Мгм. счет этого у них разнообразный опыт общения очень.
А если ты, допустим, вот программист какой-то, в целом у тебя круг общения в основном всегда из программистов состоит, особенно если ты только на работе общаешься, Мгм. условно. И в итоге у тебя определенный срез, определенный пузырь формируется, в котором ты мыслишь уже в терминах этого пузыря, так скажем. Если ты пообщаешься там с другими людьми, там, не знаю, с бизнесменами какими-нибудь, то у тебя другой вайб совершенно будет, вот, через какое-то время Мгм. особенно. Я это хорошо ощутил в университете, при переходе, точнее, школа-университет. То есть в школе, ну, я хорошо учился, но, типа, в универ поступили ребята, вот, в том числе Игорь, да, и Антон. Антон не посмотрит, но привет все равно. Они в лицее учились. И когда я попал из-за средней образовательной школы в одну и ту же среду, где учились ребята из лицея, я понял, что я тупой просто. У меня такая же фигня была. Там тоже у меня в универе были такие ребята крутые, то есть у них, знаешь, английский какой-то нереальный был, они там по математике все решали. И я пришла такая, что? И я тоже была в своей школе, в Да, своем классе, как короли бы, ну, не бензоколонок. отличницей, ну, такой прям хорошисткой. И М. я пришла в универ, и я такая, я тупая. Ну вот у меня также было абсолютно. Еще у меня старые паттерны были крутизны. Я помню, я ходил в какой-то безрукавке, мы там какими-то гопниками были условно. У меня появился первый друг мой. Ну, он Мгм. такой был, типа, нормальный чувак. Антон, кстати, его зовут тоже. Нормальный, но такой гоповатый. Так. И мы с Мгм. ним вдвоем вот сразу же наметили матч, потому что мы два таких гоповатых были из какой-то там школы обычной. Ага. А вот эти лицейские чуваки, они, ну, такие были уже культурные, нормальные люди, так Мгм. скажем. И я помню, на первом курсе я именно думал, что это круто. Мы вот ходили, знаешь, эти плечи какие-то псевдо-широкие, что-то там до кого-то доебывались, там, не знаю, ну, Там так. мобилы Ну, отжимать. не отжимали, конечно, но так, как-то вот ощущали себя круче. Ага. А потом я понял, что, ну, это маразм же какой-то, Слушай, типа. это круто, что ты понял. Кто-то же не Ну, понимает. кто-то не понимает, да. Кто-то и до, ну, взрослого возраста дорастает с такими Я понял, что установками. вот в этой среде, чтобы быть крутым, надо быть умным просто. И я просто подтянулся по своему левелу, так скажем, да, ребят. Побольше времени уделил учебе, там побольше времени уделил работе, просто Мгм. стал культурнее в целом и, типа, социализировался нормально. И так Мгм. происходит и во взрослом возрасте, если ты попадаешь в какую-то среду, где, ну, какая-то она такая ебущая, да, так скажем, да, развивающая. О, Мгм. хорошее слово вместо того. Вот, если она развивающая, то ты развиваешься. А если там Мгм. типы, которые там, ну все, там, отрубили в 5, ну, пора бухать пиво, короче, то ты Да-да-да. просто, ну, такой же станешь, чувак. Очень Это сто тяжело, процентов. через какое-то время, да, ты какое-то время можешь сопротивляться среде, но если она больше, чем ты, а это всегда так, то потихоньку, полегоньку ты окажешься Происходит участником. поглощение. Да, 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 совершенно верно. Ну, это вот преимущество фриланса в каком-то смысле, да, то есть ты наедине с самим собой, и Мгм. ты можешь сам задавать вектор своего развития либо деградации, то есть у тебя больше контроля. Мне это вот тоже нравится в удаленке и во фрилансе в целом, Мгм. что у меня больше контроля над своей жизнью. Не только за счет там отсутствия расписания строгого, но и за счет того, что я могу выбирать, с кем я общаюсь. Вот, Мгм. в основном. Вот, кстати, тут можно хорошо перейти к тому, что я как раз работала на удаленке. Мгм. Да, там, конечно, были свои. Специально я так и задумал. Да-да-да. На удаленке были свои плюсы очевидные. То есть после офиса для меня это казалось вообще шикарно абсолютно. Я сижу дома, мне никто не выносит мозг, мне приходят на карточку деньги. Вообще супер, просто никаких минусов. Вот, ну, кроме того, что мама, конечно, была не очень довольна, но она через какое-то время как-то, ну, смирилась, поняла, что это действительно мне реально за это платят, и как бы она успокоилась. Ну, ее, конечно, вот волновало то, что там пенсии будет или еще что-то, но это ладно. Вот. И я, на самом деле, была очень довольна. Я 3 года работала в таком формате, но в течение вот этих 3 лет я начала понимать, что мне не хватает общения с людьми. То есть я, когда работала в офисе, я уходила оттуда и говорила всем, я никогда с людьми работать не буду. Но вот посидев дома, я осознала, что мне прям важно с людьми работать и общаться.
Вот, несмотря на то, что я жила в Иркутске, то есть у меня были друзья там со школы, с универа, Мгм. то есть мне было с кем общаться, не то чтобы я дома целыми днями сидела, но мне прям не хватало. И я как раз в тот момент увлекалась фитнесом, в тренажерку ходила, и я решила, что, может быть, мне попробовать стать тренером. Ну, меня очень увлекала эта тема, мне было очень интересно, то есть я постоянно сидела, там, читала всякие статьи про питание, там, как правильно тренировать заднюю дельту, вот это вот все. Мне было реально очень интересно, и я вот пошла на курс инструкторов, то есть я там несколько курсов прошла, поработала, и потом мы как раз переехали. Это, кстати, ну, отчасти благодаря тебе произошло, потому что Ваня переехал, и у меня на тот момент, я как раз вышла замуж, и у меня были планы, что мы еще купили с мужем участок земли, думаем, вот сейчас построим дом, будем рожать детей. И я такая, ну все, идем по плану, все вообще по плану. И тут Ваня говорит, я переезжаю в Москву. Я такая, как, зачем вообще? А у меня в окружении как-то никто особо не переезжал. То есть, ну, такого не было. То есть все сидели, работали на своих местах. Я такая, в смысле, как вообще, что? Он говорит, ну, вот там работать буду. И у меня на тот момент возникла мысль, что, блин, можно же переехать, а что так можно было? И мы с мужем тоже переехали, у нас там были переезды сначала в Москву, потом в Питер. И это, конечно, началась вообще новая эра абсолютно. То есть после переезда, естественно, ты вообще по-другому начинаешь смотреть на жизнь. И я честно считаю, что каждому человеку надо хотя бы раз в жизни переехать, просто сменить обстановку, выйти вот из этого старого круга, из старых убеждений, остаться лицом к лицу вообще с самим собой, во-первых, во-вторых, со всякими проблемами, которые возникают. И это, конечно, помогает выйти на новый уровень. Вот. И на тот момент как-то я поработала тренером, что-то мне это немножечко как-то, ну, не то что поднадоело, в общем, как-то я поняла, что чуть-чуть не мое. Спойлер, я сейчас опять тренером работаю. Вот. И я попала... Последний заезд. Да-да-да, я попала в ситуацию, что в новом городе нету знакомых вообще. Вот когда мы переехали в Питер, у меня там вообще никого практически не было. И я думаю, блин, а мне же надо как-то вообще с людьми общаться. Я решила отучиться на бровиста. Ну, не буду углубляться в тему, почему именно брови, там, тыры-пыры, но мне реально эта работа достаточно долго приносила большое удовольствие. И я работала 5 лет, занималась бровями, работала на себя и работала в салоне, но в основном работала на себя. И я вот как раз из этого почерпнула то, что мне очень нравится общаться с людьми. То есть мне это прям реально очень интересно. То есть на саму эту бровную индустрию мне в целом пофиг, но люди — это круто. Вот. И, в принципе, потом мы переехали в Грузию, там тудым-сюдым, и снова я Что-то тренер. случилось. Да, что-то случилось, и вот я снова тренер внезапно. Возвращение легенды. Да, возвращение легенды. И на самом деле я после всего этого, я вообще долгое время очень стыдилась того, что я часто меняю работу, что у меня вот было вот это убеждение в голове, что ты отучился, ты пойдешь работать, и все, ты вот на этой работе должен сидеть до конца жизни. И мне было реально очень стрёмно, когда я увольнялась, потом устраивалась куда-то еще, такая, все, ну здесь сижу. Мгм. Потом я опять чувствую, что ну не мое, я хочу уволиться. И мне из-за этого было очень стрёмно, наверное, вот до последних каких-то лет. Я только относительно недавно избавилась вообще от этого убеждения, что ты должен заниматься чем-то одним. Это вообще не так. Тем более в наше время, когда все достаточно динамично, когда у тебя много выбора, ну, мне кажется, глупо себя ограничивать какой-то одной деятельностью или тем более одной работой. Тем более, если ты как бы в контакте с собой, ты работаешь, понимаешь, что тебе чего-то не хватает, ничто не мешает тебе пойти попробовать что-то еще. Тем более, что жизнь все равно относительно длинная, да, ну мы с оптимизмом смотрим в будущее, жизнь относительно длинная, и, ну, не получится 50 лет сидеть, заниматься чем-то одним. Мне кажется, вот это странно. То есть для меня менее странно, когда человек пробует что-то новое, пробует разное, ищет себя. Да,
Но есть, конечно, определенные работы, где глубина настолько невероятна, что можно и 50 лет на них потратить. Конечно, но это зависит еще от человека. То Это да. есть реально есть же люди, которые вот с самого детства, они прям знали, кем хотят быть. То есть Мгм. вот есть прям, не знаю, художник от Бога или там певец от Бога. Ну, то есть прямо с детства понятно, что и ребенку самому нравится, и у него получается круто, и вот это вот все прям Матч-матч. сложилось. Да, и родители ему помогают в этом Мгм. развиваться, да, ищут там ему преподаватели, ищут, куда ему там поехать, учиться дальше. И это очень круто, что человек вот сквозь жизнь вот это все проносит, любовь к делу, развивается в этом. Но мне на самом деле, у меня нету таких знакомых, к сожалению, вот, у которых я бы могла вообще спросить, вот каково это. То есть были ли у них какие-то кризисы, было ли такое, что они думали, все, я вообще бросаю это Мгм. все. Мне это очень интересно, потому Да, что, мне видишь, тоже. мы с тобой такие, типа, дуралеи немножко, Да-да-да. типа, все, надоело. Я гейм-девелопер. И ищем себя, да, я Да. бровист. Я- М. Очень ценные кадры. Да. И мне было бы, правда, очень интересно с таким человеком поговорить, но, к сожалению, нет таких примеров. Но меня вдохновляют, ну, по-хорошему такие примеры. То есть это не значит, я не принимаю на себя, что я должна так же. Вот Мгм. я должна упереться во что. Я понимаю, что я вот такой человек. Ну, переменчивый. Как это обозвать-то? Ну, так и есть. Культурно, да? Ну, переменчивый я человек, я много чем интересуюсь, и я все равно, знаешь, прихожу к тому, что, опять же, я вот по крупицам беру Мгм. отовсюду то, что мне действительно важно, и это все в итоге складывается в то, что мне действительно интересно. Я в целом в какой-то степени пишу тексты. Я по-прежнему, ну, психология тут тоже, знаешь ли, Не лишнее. да, не лишняя во всем этом. То есть съемками я занимаюсь, но октреса в каком-то смысле, да. То Мгм. есть я вот сейчас занимаюсь танцами, я часто снимаюсь. И вот, например, контентом я тоже занимаюсь, в принципе, тоже октреса, октреса. Как бы все оно складывается все равно в итоге вот в один пазл. То есть, мне кажется, надо ко всему своему прошлому опыту относиться так, что я из этого взял то, что мне было нужно. Мгм. И оно все в итоге мне помогает сложить вот этот вот пазл моей жизни. Совершенно согласен, конечно. Цитаты Джейсона Джейсон Стэтхэма. Стэтхэм забирает вот Да, местные. поэтому У нас есть Джейсон Стэтхэм дома. да-да-да. Поэтому я считаю, что всегда надо уважительно относиться к выбору себя в прошлом и к своему прошлому опыту, потому что это было нужно. Ну, к позитивному опыту. К говну, типа алкоголя, относиться можно негативно, и Но ты это это нормально. преодолел, и тебе есть что об этом рассказать. Ну И да, это да, да. тоже И опыт. можно скачать приложение Сабертрекера неожиданно. Вот. Ну, да, я соглашусь, ну, то есть, типа, я же тоже сейчас трансформацию какую-то произвожу. Не слово какое-то дурацкое. Трансформаторная будка. Трансформация. Ну, в общем, изменения сейчас происходят, оно же не радикально. То есть я вот почему хочу какой-то интертеймент. В целом, то есть я готов мириться даже с тем, что кодинг мне не очень нравится. Просто я хотел бы им заниматься в области, которая мне очень интересна. Мгм. То есть тут еще такая беда, что вот программирование — это довольно обезличенный навык. То Мгм. есть он в целом просто есть. Да, ты просто можешь что угодно программировать. Но вот мне важно что, как будто бы. То есть не сам процесс в этом контексте, а именно что, какой конечный результат. Я, ну, люблю развлекаться, на самом деле, люблю веселиться и смеяться. И какие-то вот эти бизнес-приложения, там какие-то анализы данных, туда-сюда, все, мне это уныло, да, нельзя. Ну, я не могу с серьезным лицом про это даже рассуждать в целом. Ну, могу для камеры, так скажем. Мгм. Но в целом это скучно. Вот. И мне хочется попробовать себя в какой-то более развлекательной среде. Почему вот хочется какой-то гейм-девелопмент неожиданно снова достать. А он, в принципе, ну, как-то отвечает чаяние, вот популярная моя фраза сегодня. Потому что я люблю развлекать людей, я умею программировать, ну, и вроде бы вот какая-то такая штука должна получаться. Мгм. Ну и плюс какой-то контент-мейкинг. Гораздо проще его делать с игр на самом деле. Потому что, ну это потому что entertainment. Мгм. Контент-мейкинг в основном он про entertainment.
а не про какие-то бизнес-задачи. Ну, понятно, что разные, но тем не менее. Вот. И, конечно, да, ну, не стоит отрицать свой опыт полностью, выбрасывать его в помойку. Мгм. Всем нужно ориентироваться на то, что вы какой-то прошли моментик, и надо его просто как-то вот обернуть во что-то другое, сбоку посмотреть там и так далее. Совсем сжигать мосты, ну, наверное, в 35-40 там уже не очень разумно, Ну да. потому что уже все равно, ну, не хочу вас расстраивать, подписчики, но в космонавты уже не возьмут. Художественной гимнастикой тоже уже не заняться. Есть какие-то Мгм. определенные возрастные ограничения все равно. Вот. Они не относятся к множеству областей. Допустим, писателем можно стать когда угодно, а художником, ну, Рэпером. относительно. Рэпером, да, можно стать когда угодно в целом, тоже никаких ограничений. Но все-таки есть опыты, которые уже, ну, подустали, истлели, и вы, допустим, их как-то прожили, надо их использовать дальше, а не отрицать полностью. Ну, стараться. Понятно, что если вас Мгм. совсем вот вас в тоску вгоняет ваша старая жизнь, ну и в жопу ее тогда. Ну, Но ну, это надо вот постепенно. оценить. Ну Мне да, кажется, да. да, если человек ощущает, что ему как-то некомфортно на том Мгм. месте, где он сейчас находится, то надо чуть-чуть остановиться, выдохнуть и понять, почему вообще так Мгм. случилось. То Проанализировать. есть иногда бывает, что вообще какие-то мелочи на самом деле это могут быть. То есть, условно, человек работает, то есть ему, допустим, нравится программирование, да, но он сейчас работает в каком-то коллективе, который ему не нравится, Мгм. или он работает над приложением, которое ему вообще не нравится, и то есть он начинает думать о том, что, блин, может мне вообще нафиг это программирование послать, я вот в детстве хотел кос спасти, может этим и Ну, заняться. это классно, кстати. Ну, есть нюансы везде свои. Но, может Это быть, да. стоит все-таки все взвесить и понять, что, блин, мне надо просто попробовать другую работу в Мгм. этой Мгм. В этой же сфере. области, Ну, да. то есть, да, мы приходим снова вот к этому моменту, что всегда нужно оценивать вообще реальность, быть в контакте с собой, задавать себе вопросы, нравится ли мне, не нравится, что нравится, могу ли я что-то Мгм. сейчас изменить. Если вообще никак, то думать, в какую сторону двигаться. То есть Мгм. если понимаешь, что ну вообще сфера не твоя, то ну, надо тоже быть в контакте с реальностью и понимать, что если у тебя есть какие-то финансовые обязательства, Обязательства. да, у тебя есть Мгм. ипотека, 3 детей, жена, которая не работает, ну не получится просто так все бросить и пойти пасти коз. Это Надо будет выгнать жену на работу. это и детей тоже. Без это будет Детский труд осуждаю. немножко безответственно. То есть надо быть в контакте с собой и в контакте с реальностью. Но при этом все равно я считаю, что ну, некоторые люди просто в такой ситуации говорят, ну, а что мне делать? Ну, вот буду, значит, так вот, Дальше буду да, батрачить. пахать. Но это все приводит к катастрофическим последствиям, то есть ну, к выгоранию, к депрессии, может и вообще ну, до чего-то очень плохого довести. И я считаю, что человек все равно должен для себя, для души что-то делать. То есть хотя бы в формате хобби, что-то вот дома, не знаю, условно, какие-нибудь модельки кораблей или самолетов клеить, ну, или что-то, рэп писать тот же. Это твоя какая-то мечта, да, потайная, рэпером стать? Возможно. Я уже написала, между прочим, один рэп. Я знаю, Да-да-да. да, да, да. Ну, в общем, я считаю, что все равно человек всегда должен делать в жизни что-то для души. То есть даже если сейчас то, чем человек занимается, он понимает, что, ну, это вообще не его. Но он сейчас вот прям не может все бросить и убежать, потому что ему надо себя кормить, там, детей кормить, и как бы, ну, нельзя просто так взять и уйти с работы. Все равно надо для себя выделять хотя бы, ну, хотя бы сколько-то часов в неделю. Типа, нет, я буду делать что-то для себя. И потихоньку пытаться все равно как-то рабочую деятельность тоже сместить, Мгм. сделать так, чтобы тебе она больше доставляла, то есть максимум выжить из того положения, в котором ты сейчас находишься. То есть там, не знаю, поговорить с начальством, как-то немножко перестроить рабочий процесс. Откладывать деньги. Да, откладывать деньги на будущее, то есть присматривать, чем бы ты хотел заниматься, может Мгм. быть, какие-то курсы обучения пройти. Я считаю, что в любой ситуации все равно есть выход, в
в каких-то ситуациях это более что-то быстрое и очевидное, да, завтра увольняюсь и ухожу там, не знаю, блогингом заниматься, потому что у меня есть муж, он меня обеспечит, если что, я про себя рассказываю. Вот. А понятно, что не у всех так легко и просто все в Да, у меня жизни нету. У меня получается. нету. Да, и, ну, человек как бы должен просто принять эту реальность, типа, да, сейчас я не могу уволиться, мне нужны деньги. Хорошо, что я могу сделать в данной ситуации? Могу откладывать сколько-то денег, могу чему-то обучаться в свободное время, могу делать то, что мне нравится, и пытаться, ну, в процессе как-то, может быть, пытаться это монетизировать, превращать в свое дело для, ну, дело всей жизни там и так далее. Кстати, хорошо, да, хотел сказать как раз, что надо как можно раньше стараться монетизировать. Потому что такое монетизация, да, по сути? Это валидация твоих каких-то трудов с помощью внешнего мира. Ну, люди платят тебе за что-то. Это и есть валидация, что у тебя получается на самом деле. Да. Поэтому надо как можно раньше стараться, типа, как-то вот свой труд начать продавать. Ну, новый труд, новое хобби, Ну да. новый какой-то Но тип тут, видишь, деятельности. наверное, есть тонкая грань, когда ты делаешь здесь, что тебе действительно Мгм. нравится, и при этом ты такой, ну, условно, там, я не знаю, из бисера сумочки, там, Мгм. не знаю, ты делаешь, Ну, я например. в детстве плел из бисера, между прочим. Ну, прикольно, да. Ну, какие-то украшения, допустим, человек делает. И мне кажется, классно вот именно, когда человеку это действительно Да, нравится, он реально кайфует, у него да. есть свое видение, и он Мгм. такой, я могу попытаться это продать. А не когда, так, мне надо научиться плести из Чтобы бисера, продавать. чтобы продавать. И ты сидишь, тебя это Ну, это бесит, вот эта маразм, мелкая конечно. моторика. И ты такой, у тебя этот бисер выпадает из рук, и ты Да, такой, блядь, ну я должен, мне же да. надо это монетизировать. Вот это, конечно, Ну, это маразм. полный маразм, типа, бросать работу, которая приносит уже реальные деньги ради того, чтобы делать то, что тебе не нравится, в попытке заработать на этом, это, ну, тупо, так скажем. Но То многие так есть, в блогинг, мне кажется, пытаются зайти. да, да. Просто я на некоторых блогеров попадаюсь, ну, видосами М. попадаются. И вот прям, знаешь, у некоторых видно, что они с кайфом делают Ну да, контент. да. И ты смотришь, и тебе реально, ну, как бы весело, тебе нравится то, Мгм. что они делают. А некоторые, вот они как будто выжимают из себя, то есть Высасывают из пальца, да. да, то есть люди такие, так мне надо снять Да, да. 10 видео, что же еще снять? И там вот Да. реально такое высасывание из пальца, какое-то натуживание, и это как будто ощущается. Конечно, И ощущается. это, мне кажется, вот в любой работе ощущается, когда вот человек на своем месте, Authenticity — это база. да, и он Мгм. действительно кайфует от того, что он делает, у него это Да. получается, он как бы с кайфом Ну вообще. вот я в кодинге встречал людей, которые кайфуют от своего дела и находятся на своем месте. И я, конечно, когда себя с ними сравнивал, я думал, господи, ну типа это небо и земля. Мгм. То есть насколько больше они готовы тратить сил на то, чтобы докопаться до истины, Мгм. насколько лучше они оптимизируют код, как с любовью ко всему к этому подходят. Я всегда довольно механично к этому подходил. Мгм. Это тоже, кстати, один из признаков, наверное, который каждый может использовать. Если вы во что-то погружаетесь просто так, там, потому что вам нравится это, то это, возможно, звоночек, что это какая-то штука, которая вам нравится. Потому Мгм. что вот действительно я в кодинге это видел, люди прям супер запариваются, супер там изучают исходники, все делают круто. Мгм. Я никогда такого не делал. Вот. И я когда Да. слышал еще истории, типа, я спал и думал, как решить эту проблему, у меня Мгм. никогда не было такого. Мне Мгм. типа, ну я просто ложился спать, да слава богу, это закончилось. Ну, условно. Мгм. Вот, поэтому это вот такие тоже индикаторы, что если это какое-то пламя души у вас, в общем, разгорается, когда вы что-то такое делаете, и вы готовы прямо там в 3 утра не спать, что-то делать, то, может быть, это то, что ваше, короче, и вы Да, можете сто этим заниматься. процентов. Но переход к этому, да, можно сделать плавным, через накопление финансов, через фаянс свой. У вас, возможно, есть жена, у вас, возможно, есть муж, они могут вам на какой-то период времени помочь. Ну, Тут, либо совмещать как бы да, основную работу и там да, ну это вот вечерочком то, что сидеть. я Да-да. примерно сейчас делаю. То есть я все равно сохранил достаток, типа я работаю, но я стараюсь больше чем-то заниматься еще. Но, конечно, все равно иногда много работы, и у тебя не получается, но Мгм. чуть-чуть хотя бы можно всегда. Иногда мало работы, и ты больше можешь. Мгм. Это в целом ок.
как бы это все равно не происходит вот так вот, типа все равно какое-то время нужно. Вот, Да. кстати, по поводу, допустим, неожиданный, да, поворот. Ну-ка. Энн Гли, вот есть такой режиссер, и Мгм. он был женат, женат, да, это называется, да. Да. Да, он был женат на морском биологе женщины, или он женат на ней до сих пор. И, в общем, он бросил работу и ушел в сценарист полностью. Мгм. 5 лет он полностью зависел от жены, насколько я помню. И в 36 он там вот «Жизнь Пи» вроде бы сделал. И Мгм. все. Ну, типа, все. Вот она в него поверила, условно, она увидела, что у него Мгм. есть какой-то талант, и он там вот свистел, пердел, и потратил много времени, у него получилось. Понятно, Да. что история умалчивает о людях, у которых не получилось. Да. Не, но есть и люди, у которых получилось, действительно. Да. Это правда очень круто. Для меня это вдохновение, и как с точки зрения человека, который не сдался и добился, так и Мгм. с точки зрения его партнера, который в него поверил, и который, знаешь, не сидел там, мог бы сейчас сидеть и работать на нормальной работе, а то Да. я вот тут должна нас М, кормить. Ну, то Да. есть я слышала Причем это такие... оригинальная именно история. То есть, ну, общественно как-то нормальным считается, извини, что перебил, что, ну, женщина вот зависит от мужчины, он работает там, и хрен с ним. А он зависел от женщины, и это еще вроде бы какая-то или тайваньская, или Ага. китайская семья, и там огромное давление. Ну, как он Мгм. рассказывал, что он абсолютно никчемный. Вот. Ну, это круто, что они оба это преодолели, М, потому что это правда сложно. Я на самом деле несколько таких историй слышала, когда именно женщина как бы обеспечивала, в мгм. то время как мужчина как бы ну, в процессе Какую-то находился штуку вот становления, да. подтел. Ну и обратные истории тоже я, Мгм. конечно, слышала и там и вживую знаю, когда вот мужчина поверил в свою женщину, она Мгм. говорит, ну вот сейчас Ща будет. ща будет. Вот, и это на самом деле круто. Ну, Мгм. по сути, у нас с мужем сейчас так, я такая, ща, Сейчас, все будет. сейчас, сейчас И, ну, 250 это правда подписчиков. классно, это Мгм. я всегда прям кайфую, когда слышу такие истории. Мне кажется, это очень круто в таких отношениях находиться, когда Мгм. тебя партнер готов поддержать. И знаешь, то есть это же не месяц длится, не Ну два, да, да, это да. несколько лет. И тебе, Мгм. понимаешь, что тебе надо реально очень любить человека и верить в него, чтобы говорить, да, ничего, нормально, терплю, как бы все хорошо. Ебем. Это очень круто. Мгм. Что еще хотела, блин, сказать, мысль вылетела из головы. Что-то вот до этого мы с тобой такое обсуждали. Ну это я про себя хотела сказать, не то чтобы супер важно, вот ты когда говорил про людей, которые с горящими глазами чем-то занимаются, вот я так занималась съемкой и монтажом видео в детстве. Я в какой-то момент мне в камеру, мне камера попала в руки, и я открыла для себя Windows Movie Maker. Было дело у меня тоже. О, что там началось? Я писала сценарий, мы там с подругами снимали просто полный трешак, и мне так нравилось, я вот так кайфовала, то я готова была просто с утра до ночи сидеть, и прям меня вот не оторвать было, то есть я сидела, что-то там вот это все монтировала, монтажировала, как-то все Да, я склеивала. тоже. Да, но для меня это был вообще кайф, Я конечно. недавно даже нашел запасы старых видео, где там я что-то монтировал семья, ну, батя, там, мамка, сестра, что мы там делаем. Я им что-то говорил, что надо делать. Мгм. Потом я что-то танцевал, там еще постоянно что-то пел. Ну, короче, я никогда не было там программиста Программистом. никакого там, ну, в детстве, во всяком случае, точно не было. Я был очень такой экстравертный чел. Мгм. Я очень любил тоже общаться. Я все время там говорил всем комплименты, какие-то по улице ходил, что там, ну, любознательный, там, доброжелательный. Ну, я до сих пор такой, но все равно вот это какой-то душок интроверта в меня проник. Вот, но не было там, да, вот айтишечки. Я тоже любил снимать, я Мгм. любил писать тоже, да. Я любил там плясать, что-то петь, я не знаю, веселиться, кайфовать. Вот. Ну, сейчас ты к Ну и читать я, этому, кстати, да, тоже любил. Вот. приходишь обратно. Ну, как будто бы да, то есть, типа, все вот эти вещи, которые упорно по инерции отрицались, они потихоньку все равно возвращаются в жизнь в виде хобби, там, типа подкастов, так Мгм. скажем, в виде какой-то уже конкретно текущей деятельности. Потихоньку все равно все возвращается, конечно. Мгм. То есть, типа, детский опыт, если вы его начинаете вспоминать, то он вам может тоже подсказки дать, типа, что вы Мгм. по-настоящему любили делать.
Ну, Да. понятно, все любили там биться с крапивой, палкой, там, это универсальная Ну, категория, но вот, наверное, не все, кстати. ну, многие. Мгм. Но вот есть какая-то штука, которая вот только вам нравилась. Наверное, стоит на нее Но обратить видишь, у меня не внимание. уникально. Тебе тоже нравилось снимать и Ну, монтировать видео. в контексте окружения нашего это была уникальная такая Это штучка, так да. скажем. Ну, 100% надо вспоминать, конечно, какие-то детские мечты, детский опыт, но и плюс ко всему оценивать весь опыт, который вы Мгм. уже, весь путь, который вы уже прошли, вычленять из него то, что вам действительно нравилось и доставляло удовольствие, из этого делать вывод, что-то пробовать новое. Опять же, не сидеть, не размышлять о том, чем бы мне заняться. Мне Мгм. кажется, что самое верное — это пойти и что-то попробовать. То есть если что-то интересно маломальски, надо пойти и попробовать, чем сидеть и думать. То есть, условно, хочется там каким-нибудь Петь. свечеварением заняться. Ну, Опа. а смысл сидеть и думать: ой, какие же мне свечки делать, а вот как я это все продавать, а сколько мне воска надо заказать. М. Сходи на мастер-класс, сделай свечку, поживи в этом процессе и подумай, тебе она нравится Ну, вообще или нет. Может быть, ты скажешь: блин, какая-то унылая вообще хрень, я не хочу этим заниматься. так бывает. И все, идешь дальше, пробуешь что-то другое. Мгм. Может быть, понравится, реально будет кайфово. И ты уже на основании этого делаешь выводы и как бы идешь куда-то учиться, уже ставишь себе вот эти вот задачи, что надо найти там поставщиков и так далее. Мне кажется, что всегда истина рождается в действии, и понимание того, хочешь ли ты дальше чем-то заниматься или нет, это тоже рождается только в действии. Стопудово. Потому что если сидеть вот это вот на пеньке, там на печи лежать 30 лет и 3 года, ну не получится придумать себе какое-то предназначение. То Ну, есть я это все примерно путь. так живу на самом деле. Нет, ты делал. Не пизди мне тут. Ты работал, ты все равно рефлексировал, делал вывод, ты менял проекты, ты переезжал, ты общался с людьми. И на основании всего этого ты делал выводы. И то есть, ну, как бы это не происходило Ну, так, что видишь, я ты... все равно возвращаюсь-то именно в то, что было давно понятно. Просто в силу каких-то объективных или Ты выдуманных. возвращаешься к самому себе. Ну да, ну типа, зачем надо было уходить? Это путь. Ну, типа, это просто путь. Вот Ну, так сложилось. То есть поиски себя — это, по сути, не поиски себя, да, ты там ходишь, где, куда. Ты уже есть. ну да. Ты просто, ну, как бы познаешь себя, познаешь этот мир, познаешь себя через этот мир и через других людей. И просто весь опыт, который есть, он, как бы, он, во-первых, уже случился, ты его не отмотаешь. Да, невозможно. Во-вторых, он был тебе нужен. То есть в момент, когда ты принимал эти решения, у тебя была какая-то мотивация. Конечно. И как Да, бы, ну, мотивация это быть не... как все. Ну, и тем не менее она была. То есть это часть тебя. Ну да. И как бы это Часть любого человека. Да. Ну, я имею в виду, что когда ты оцениваешь свой предыдущий Мгм. опыт, ты в любом случае как бы... ну, я не знаю, я просто предпочитаю к себе в прошлом относиться с уважением. То есть можно, конечно, знаешь, вот это вот, а вы жалеете, что татуировки сделали? Вот там тупая татуировка какая-то. Ну, это же я в прошлом. Как я могу к себе относиться неуважительно? Я приняла это решение, и я его уважаю. Да, сейчас, возможно, это немножечко... Ну, я уже другой человек, да? Сейчас я бы, возможно, такую татуировку не сделала. Ну и что? Ну, как бы это не отменяет того, что это было у меня. Мощно. Мощно сказанула, да? База. Ебать, Вот это выдала. база. Подписчики, Э, подписывайтесь. Относитесь к себе хорошо в прошлом. Да, ну реально уважайте себя в прошлом. Не надо говорить, типа, вот, я там что-то сделал не так, татуировку не такую сделал, отношения вот потратил 3 года на них. Ну, в смысле? Никто ничего не потратил. Да, это Все было жили нужно. Просто, Всё ну, так. делаем выводы и идем дальше. Ну, типа того, да. Ну, Так, что мы еще не обсудили? Нам надо... Ой, к нам уже идут. к нам едет ревизор, да. Всем пока, подписчики. 2 часа? Нихуя, я думала, Попали на полчаса. бабки жестко. Бля, смываемся.
В окно убегаю. Жестко. Слушай, что-то пролетело время вообще. Да, потому что болтали свободно, видишь. Ну, и мы не обсудили часть того, что мы хотели обсудить. Так и сейчас мы вам расскажем, как найти себя. А мы же, ну, в смысле А как? мы А рассказали. мы рассказали, ну, А типа... каждый кроме сделал ш- свои выводы. Да, кроме шуток. Видишь, мне наоборот больше нравится. Я вот почему сейчас про инагентов Дудя, да, рассказываю, и Васю, возможно, он тоже инагент. Это вот Вася? чувак, который Вася ходил к Дудю последний, который на С носком? вечеринке... Да, с носком. Почему? Вот, допустим, мне хайповое, да, обсуждение. Вот мне, допустим, ну, не особо, типа, близко его творчество там и так далее, не особо вот это все интересно, но он показался очень искренним человеком, очень искренним человеком, который именно свой опыт какой-то рассказал, как ему было страшно, как ему было волнительно, там, как он вообще в целом общается, то есть он иногда пытался казаться круче, как будто бы, но он ловил себя на мысли, что он, ну, кажется сейчас, и становился снова самим собой, а это очень круто. Это очень круто, я считаю, я такие штуки больше ценю сейчас, чем, ну, какие-то деловые подкасты. Допустим, вот у Тинькова тоже какие классные подкасты, возможно, тоже инагент, не На знаю. всякий случай подпись сделаем. Да, не, нам вроде не надо. У нас нет регулярных по количеству Ну слушателей. ладно. Да и вообще, похер. Свобода! Да, это все вырежем. Самоцензура. А чё, слово «свобода» можно говорить? Да, Ничего может, да, я такого. шучу. Ну Все равно да. вырежем. Слушай, ну я согласна, что честность, искренность, Да. она Базированная штука. подкупает, так 100%. скажем. Потому что все равно Да, есть да, да. усталость же определенно. Ну вот эти все эксперты. Да, о чём да. они Вот экспертность-то? особенно, которые сейчас я вам Супер расскажу. серьезно, да, Да, да. Ну, как бы я тоже, мне кажется, вот у меня есть ощущение, что сейчас все устали реально вот от Да, этой вот я вообще напыщенности, заебался. вот от этой вот успешного успеха, вот это то, что постоянно в инсте там и во всяких других соцсетях рассказывают, что надо вот так, и надо вот всяко, Да. воронки, Вставайте в прибыль, 5 утра. там, тыры-пыры. да. Как бы все от этого устали. И вот эти блоги, знаешь, ну, ты не смотришь такое, ну, там, бьюти какие-то рутины, тоже все устали вот от этих вылизанных картинок, Да, когда там сейчас вот эта еще фея нейронками все. встает, там в халатике идет, у нее так все идеально. Да ну никто так не живет. Конечно, это чушь. Ну, живут, Да. может, 2 человека на Земле, вот именно так. Ну, блядь, такого в жизни нет. И сейчас в тренде вот это вот больше искренность, вот эта жизненность, и это на самом деле реально круто, что мы возвращаемся к какой-то естественности, да, принятию себя, принятию жизни такой, какая она есть, и уже нету вот этого, что надо быть успешным, надо быть самим собой, Да. и все, отъебаться от себя. Я должен работать на одной работе, я должен зарабатывать. Да не всем это надо Да. вообще. Кому-то вообще не надо там 10 машин иметь, недвижимость Кому-то за даже одна не границей. нужна. Да, у кого-то есть своя там квартирка небольшая, и он радость находит вообще в других вещах. Там, я не знаю, кто-то радость в родительстве находит, кто-то занимается делом, которое ему нравится, кто-то там, я не знаю, собак разводит, чем угодно На вообще. бабки. Да, слушай, и сейчас вообще есть тренд, я видела, что некоторые люди там, знаешь, продают все, уезжают куда-то в деревню, выращивают Да, да. овощи, потому что людям хочется что-то физическое Да, ощутить, да, потому да. что все заебались вот от этого Заземление онлайна, что оно все вот где-то в сферическом вакууме существует, вот эта идеальная жизнь, картинка идеальная, вот это вот образ себя какой-то идеальный, а всем хочется просто побыть самим собой, что ты просто в земле копаешься, там что-то какие-то овощи выкапываешь, и все, и потом сидишь, смотришь на закат, и рядом с тобой твой любимый человек, и ты от этого И больше ощущаешь ничего не кайф, надо, типа. а не от того, что у тебя там, не знаю, алло, бизнес, да деньги, или там 100-500 подписчиков на Ютубе. Ну, было бы неплохо вообще. Не, ну это неплохо всегда, но типа реально база же не в этом должна быть. Ну то есть я очень много сейчас встречаю действительно такого вайба, что успех любой ценой, там, потеряв себя, там, главное подписчиков каких-то набрать, главное набрать какую-то работу, туда-сюда. Но
типа, мне кажется, и блогинг, и авторство, любая креативная вещь, она очень сильно связана с самим собой. Ну, то есть, типа, очень тупо пытаться быть кем-то другим, там, Мгм. если... Но это более хайповая тема, поэтому я буду там вот это вот снимать. Но это Ага. какое-то говно. Ну, типа, так ничего не получится, на дистанции это все развалится, в моем понимании. То есть, типа, если тебе не интересно, ну, и не, ну, допустим, я с бьюти-блоги, да, что я буду их вести, что ли? Ну, я, ну, как бы не моя тема, так скажем. Вот какие-то философские подкасты, там, не Мгм. знаю, стримы с банкой чая, это больше моя тема, как бы. И надо быть самим собой так же, как со всеми вот этими штуками. Везде можно частичку себя найти, Да. постараться, там, не знаю, это огород, это работа, там, программистом, еще где-то. Самые вот моменты выгорания, на мой вкус, возникают, когда вот совсем себя нет нигде. Ты вот Да. как-то вот, ну просто ты Живешь механически. функции, да, какие-то исполняешь, но вот там вообще нигде тебя уже нет. Ты просто типа, ну да, Да, я да. вот там муж не потому, что я там люблю эту женщину, ну и муж, там, надо быть Ну, мужем, привыкли там. вроде, живем Да, им там дети не 10 потому, лет. что я их люблю, а просто, ну, дети там, вот они мои, Ну, что. надо было завести Надо было, детей. да, вот, да. Работа, ну, я там не знаю, что уже делаю, либо, ну, я вот это вот делаю, но в целом мне все равно. И в итоге у тебя нигде в жизни нет вот тебя вообще. Мгм. Это очень угнетающая мысль вообще, потому что все, что у тебя есть, это только ты, на самом деле, больше ничего у тебя Да, нет. да. Ты один Все, пришел, один и уйдешь. да, все вещи у тебя отберут, там, время, так скажем, деньги все пропадут все равно, когда Люди умрешь, там, уходят. люди уходят, все, только ты у себя вот и есть. И если тебя вообще нигде нет в работе, там, или в хобби, или в жизни, Если ты ну, не получаешь удовольствие это вообще ни от супер чего, бессмысленное существование ради того, чтобы порадовать каких-то инфлюенсеров, которые срали на тебя. Ну, или типа, порадовать, не знаю, родителей, которые хотели, чтобы ты да. становился там С врачом. Да, с родителями же секрет в чем еще? Они умирают в конечном итоге. И обычно раньше, чем ты. Секрет. Да, обычно раньше, чем ты. Если ты что-то делаешь ради только того, чтобы их порадовать, то Это путь в никуда. путь в никуда все равно. Ну, Вот типа, на такой ноте мы и заканчиваем этот подкаст. Кто понял, тот понял. Кто кто не понял, тот понял, поймет, да. тот не понял. Не, ну плюс-минус это жизнеутверждающее. Потому Да. что, ну, мы все время во всех подкастах говорим про контакт с самим собой. Да, да, И да, это да, да. оно и И есть про все. баланс. Да. То есть баланс все равно нужен. Ну, Ну, в разумный общем, подход, скорее. Даже не то да, чтобы баланс. контакт с реальностью Мгм. и контакт с самим собой. Мгм. В общем, желаем всем прийти к контакту с собой, понимать, что действительно хочется делать, чем хочется заниматься, и чтобы получилось это реализовать в своей жизни, чтобы получать действительно от нее удовольствие. Удовольствие. Have fun. Ну, типа, Да. остальное все шляпа. Остальное все приложится. Здоровье и заниматься любимым Любимым делом и делом, да. кайфовать от Да. этого. А если еще и деньги на этом Да, зарабатывать, если то деньги вообще кайф. повезло получать за это, ну, вообще отлично. Типа, но это не гарантированно, конечно. То есть, возможно, ну, типа, мы останемся авторами 300 человек, так скажем. Ну, всех любим, конечно. Но, Зато мы делали это с кайфом. ну, типа того, Сейчас да. пойдем с кайфом поедим Это правда. хинкальки. Всем пока. Всем пока.